Всем привет! С вами Саня, Дима, Юра. Вы смотрите Geek Media, и это наш топ. Мы не так часто снимаем топы, делаем это через силу, через боль раз в год. Ну, надо так надо. Ну да, как бы зрители просят, поэтому мы это делаем раз в год. Но за счет того, что мы снимаем это не так часто, наши топы каждый год подбираются из того, что было поиграно в этом году. Это самые лучшие игры, которые, по нашему мнению конкретно, самые яркие впечатления. И каждый из нас потихонечку сейчас расскажет, каким образом он подбирал топ в этом году, что в него вошло, что не вошло. Это... Еще раз сделаю такой маленький дисклеймер. Это наши личные мнения. Вам может не нравиться какая-то игра из этого топа. Вы можете быть с нами полностью согласны. Но это те игры, которые попали нам в сердечко в этом году. И именно из тех партий, в которые мы играли в этом году. То есть, если, например, у меня есть какая-то офигительно любимая игра, которую я там люблю всем сердцем, и из года в год я ее люблю, но она в этом году мной не была поиграна, она в топ не попадет. И не факт, что она любимая для кого-то еще, кроме тебя. Так мы же говорим про меня, тебя и его. Но мы же знаем интернета. Знаем. Там всегда, а где наше покорение Марса? А где наш серп? Покорили Марс серпом. Серпом по Марсу. Да. У меня в этом году топ, это скорее, знаешь, игры, которые мне подарили То есть это не все прям супер-пупер отличные игры. Не игры, которые подойдут всем подряд, но это игры, которые подарили мне очень яркие эмоции. Там будут несколько игр, которые прямо на очень специфическую аудиторию. Будут игры, которые... Ну, как всегда, у нас регулярно бывают игры, которые не выходили еще на русском языке. Да. Все по классике. И будет несколько игр, с которых мы как раз начнем. Те, которые не вошли в топ по тем или иным причинам, и я расскажу по каким. То есть я выбирал именно, знаешь, вот типа, вот что прям вот запомнилось, что подарило кучу эмоций. И там даже будет одна плохая игра. Не вошли в топ. Вошло. Нет. У меня так я подбирал. Погоди, ты говорил, что не вошли. Да, ты сказал, не вошли в топ. Вот вошли. Нет, то, что вошли, понятно, ты объяснил. Потом сказал, начнем с того, что не вошло. Еще некоторые не вошли, да, мы про них поговорим. Я говорю, но сам топ я подбирал из того, что вот мне прям яркие эмоции подарило. И вот то, что подарило немножко менее яркие эмоции, оно будет где-то рядом немножечко. Вы как собирали? Вот очень похоже то, что ты говоришь. Во-первых, это какие-то яркие эмоции. Топчик сегодня у меня лично будет, такой он скромный, потому что в этом году я поиграл мало игр из моих любимых. То есть мы не стесняемся включать в топы года игры, которые ты любишь просто всю жизнь, потому что и в этом году тоже в них наигрался. Вот я в этом году не наигрался в свои прям супер-пупер любимые игры, поэтому мой топ в основном состоит из игр премии, которые мы играли, и те игры, которые мне действительно либо очень понравились, либо, как ты говоришь, какие-то прям эмоции у меня во мне пробудили. Вот. И какие-то еще вошли открытия этого года для меня. Вот то, что, например, я не ожидал от какой-то игры, а потом поиграл, оказалось, а игра-то ого-го. И вот эта игра, вот такие игры тоже в моем топе есть. Ну вот у меня такая же ситуация, потому что хотелось бы включить парочку прототипов, но решил этого не делать. Есть такое дело. Хотел включить парочку любимых, но старых, но решил, что не стоит. С другой стороны, мне это в какой-то степени даже мешало составлять топ, потому что, по сути, все свелось к наиболее ярким эмоциям от настолок. А их не так уж и много оказалось. А почему мы выбираем именно такую систему, что из года в год мы берем только те игры, которые были поиграны? Потому что это позволяет поставить в топ много игр, которые оказались свеженькими, новенькими, или которые только окажутся новенькими или свеженькими в следующем году. И это позволяет не устаревать нашим старым топом. То есть, очень часто бывает так, что в топы игр у разных людей попадают игры одни и те же из года в год, и между ними только немножечко меняются места, или вкрапляется какая-нибудь одна новенькая игрушка. И смотреть их, на мой взгляд, не так интересно, как можно смотреть разнообразные топы прямо за год. У меня было аж 3 игры, которые не вошли в топ в этом году. Первая не вошла по той причине, по которой Сашка назвал. Я решил, что прям те игры, которые я играл в таком более-менее сыром прототипе, я включать не буду, поэтому Penumbra у меня в топ не вошла. Хотя она прям хотела туда попасть.
Очень необычный евро от Димы Богданова. Очень комплексная игра с необычными механиками. Прям вот, такая жемчужинка, которая как бы не часто бывает встречаются. Но поскольку финальную версию я совсем еще не видел, я видел от нее только планшеты, и то не финальные, поэтому в топе ее не будет. Ты играл достаточно поздний прототип. Правда. Поэтому там механически, скорее всего, мало что изменилось. Да, но мне хочется посмотреть, как она будет выглядеть в продакшене. Это понятно. Для того, чтобы ее куда-то добавлять. Второе. Бессознательное. Потому что его я тоже играл в прототип, в более-менее финальный. Там не сильно что-то изменилось. Ко мне приехала коробка. Очень все красиво, дорого, богато, классно. Хорошая, комплексная евро, опять же. Но я не успел поиграть в финальную версию, и поэтому она тоже как бы у меня не в топе, а могла бы быть, кстати, да. И третье, это, прикинь, не прототип. Это твоя коробочка. Fate Forge. Хроники Каана. Отличная игрушка, но сыграли мы в нее только один первый акт. Мне очень понравилось, классно. На канале есть обзор, даже есть стрим, по ней показываем полностью игровой процесс, механики. Мне очень понравилось, как там имплементировано приложение. Мне очень понравилось взаимодействие с игровой картой. Это игра приключения, в которой отправляетесь в далекие земли. Соответственно, ходите по карте тактической, когда деретесь, и проходите тесты и всякие читаете текстики, когда у вас нарративная часть. Классная игрушка, но за счет того, что мы мало поиграли, и за счет того, что мы достаточно поздно поиграли, она не успела у меня так уложиться, и вот как раз могла бы тоже быть. Я вот прям верю, что она могла бы быть. Вот это мои 3, которые не вошли. Такого в ТЗ не было. Не было, так не было. Значит, у тебя все вошло, Сань. Не совсем так. На самом деле было одно очень своеобразное, даже не ощущение, воспоминание одной из коробок, прототипной, которую мы попробовали. Чуть не сломали себе все мозги, но она настолько сильно отпечаталась, что мне ее очень хочется увидеть, наверное, в обозримом будущем, в готовом виде и в том числе на русском. Я надеюсь, она тоже появится. Какая-то из двух. Я, по-моему, тоже угадал. Это рестарт. Не угадал. Не угадал. На самом деле это очумительная идея, которая на уровне прототипа, немножечко рассыпалась на 2 миничках, но в остальном сама по себе система, которая была выстроена, как игра может видоизменяться и как ты, беря одну коробку, получаешь сразу несколько игр, хотя по сути меняется только всего лишь один конкретный элемент игры. Это очень круто было сделано. И посмотрим, как это будет в будущем. Надеюсь, оно все-таки увидит свет. Я вот к этой части тоже не готовился топа, но я набрал просто игр больше, чем 10. И так просто совпало, что эти игры у меня есть. У меня их 8 аж. Поэтому я прямо коротенько про каждую. Ван Хельсинг, дуэль, шикарная дуэлька, понравилась и мне, и родственникам моим, отлично поиграли. Гонка, жара на трассе, немного перехайпленная, на мой взгляд, игра, но, тем не менее, очень классно сделана. От нее получаешь очень хорошие эмоции. Иногда от партии к партии они бывают там то ярче, то менее яркие. От компании немножко зависит, но в целом хорошая игра. Challengers, по-моему, это просто классная пати-игра, несмотря на то, что она, такая очень примитивная, мне очень понравилась. Легенды города гангстеров, типичный хороший америтрэш, очень рекомендую. Unmatched приключения, продакшн, все как это нарисовано и сделано, мне очень нравится. Поэзия неандертальцев моим друзьям, знакомым как-то не совсем зашла, потому что считают, что на русский язык она плохо ложится, но на самом деле это не совсем так. Мы в семье получаем громадную... Вы неандертальцы? Мы неандертальцы, нам понравилось. Вам просто нравится друг друга бить, мне кажется. В погоне за счастьем... Да, это тоже прикольно. В погоне за счастьем игра, которая подарила эмоции. Очень много эмоций. Мы на кемпе в нее играли, и с Алиной там куча осталось воспоминаний. До сих пор вспоминаем вот эти вот партии. Яркие, хорошая игрушка. Мне вьетнамские флешбеки по погоне за счастьем. Потому что, помнится, к нам приезжал Илюха. И во время стрима он кувыркнул микшер. Там это была очень эмоциональная партия. Это я даже не удивлен. Вот. И Siberian, очередная игра из серии соло-игр, из серии Onirim, тоже в моем топе, не вошедшая, но это тоже то, что я ждал. Оно пришло, я поиграл, мне понравилось. Я любил «В погоне за счастьем», когда это еще не было мейнстримом. Ты не любишь то, что вот это вот на хайпе? Не, почему? Я до сих пор люблю, на полочке стоит.
Красивая, Уже классная на игра, русском. да, уже на русском теперь. Вот такое вот видение, что-то попало, что-то не попало. Делайте ваши ставки, господа, как говорится, у кого будет что в топе. Давайте, как по хорошей традиции, предположим, сколько у нас будет совпадений. Я думаю, что минимально в этот раз. Минимально в этот раз. Ну, их будет достаточно мало, Мы действительно. в этом году реально вот в такой компании играли очень мало. И, в принципе, я, например, с Саней вообще по пальцам, наверное, партии смогу посчитать, которые мы с Сашкой поиграли вместе. Ну, у нас, возможно, будет 2. Так, я посмотрю. Что-то я думаю, что будет одно. Что-то я думаю, что у меня с вами не будет пересечений. Ну, вот так вот. Ребят, вы делаете ваши ставочки, пишите как бы в комментариях до того, как начнете смотреть. А мы переходим к самому главному, к 10-му месту. Итак, что, с кого начнем? Не знаю, можем как Давай это... с как- Димкой. А я думал по-пацански на камень, ножницы, бумага Давай с решим. Димкой начнем. Мы с тобой просто уже топ снимали, а с Димкой мы с тобой топ не снимали еще. Не-не-не, мы в прошлом году снимали Да-да-да. тремя тройками, Да. мы в прошлый раз... Поэтому Тремя Димкой. тройками? Или Да. Двумя тройками и дуэтом. Двойка, да. Да. Это дуэт называется. 3 плюс 2. В этой троечке, да, первый раз, поэтому окей. На правах новичка с меня начнем. Мое 10-е место – это Немезида. Да, знаю, что это прям, ну, для кого-то это уже заигранная до дыр игра. Я в этом году ее впервые разнюхал, попробовал. И Как пахнет? Чужими. Пахнет отличным приключением. Если кто не знает, это прям типичный представитель Амери игр, но с отличным таким твистом. То есть это игра, где все работают сообща, но у каждого свои цели, и в какой-то момент все друг друга начинают предавать. Ну, на самом деле, эмоции от игры оказались ожидаемыми. То есть мне ее нахваливали, и я ожидал хорошую игру. Я получил отличную игру, отличная партия. Единственная, которую я сыграл за весь год, но я понял для себя, что да, это моя игра. И еще один ответ на вопрос я для себя получил. Station Fall, который я играл, получается, больше, чем Немезида. Я все время думал, что это все-таки очень разные игры. На самом деле меня убеждали, что они похожи. И да, они действительно похожи. Просто Немезида более америтрэшевая. Station Fall, он даже как-то в категории не попадает. Он немножко такой гиковский пати Амери. Вот что-то такое. В общем, похожие игры отчасти. Но и те, и другие имеют право на жизнь. Так что 10-е место от меня, Немезида, очень рекомендую. У тебя что там? У меня? У меня там жуть жуткая. Жуть жуткая? Жуть жуткая. Это на самом деле, я сам от себя не ожидал, что это будет она. Это Imperial Struggle. Борьба империй. Да, это борьба империй, которую издала, чуть не сказал, лавка Gaga Games. Я делал несколько подходов именно к сумеречной борьбе, и никогда они не завершались успешно. В первую очередь меня, пожалуй, смущало именно противостояние Советов и США. Я эту тему не очень сильно люблю. Если смотреть на уровне литературы или там кино, оно нормально в меня входит, на уровне настолок прям вообще очень сложно. И примерно такое же отношение в свое время у меня было к Watergate, я вообще не понимал тематически ее. А вот в случае с борьбой империй я такой, мое почтение, просто это настолько пушка для двух игроков, где ты понимаешь, что тебе нужно не просто думать, что делать сейчас, а еще желательно следующий ход, при том, что один игровой, даже не ход, а раунд. А игровой раунд занимает достаточно большое количество времени, а то еще и на 2 раунда вперед. И это прям доставляет огромное количество удовольствия. Но без проблем там тоже не обошлось, потому что правило написано абсолютно ужасно. У тебя просто нет понимания половины токенов, которые у тебя рассыпаны на этом поле. Само по себе поле, ты на него смотришь, такой, боже мой, как в этом разобраться? Но к середине первой партии ты начинаешь понимать, насколько много всего заложено и какие процессы у тебя просто в мозгу начинают работать, когда ты в нее играешь. И вот, пожалуй, ровно за эти ощущения она и попала в мой топ. Не, я вот к третьей партии в нее прям уже, знаешь, прям все понимал прекрасно, что как работает, где что стоит, где можно кого-то на чем-то поджать, где можно кого-то на чем-то обойти, где надо карточку продержать, где в долги впилиться. Вот в этом и суть ее, потому что в первую партию ты не втыкаешь вообще, что происходит. После первой партии такой,
вот как надо было. И потом пытаешься это сделать. И тебя не останавливает вообще то, что у тебя партия в дуэль может длиться огромное количество времени. Вы будете душнить и будете кайфовать от того, что у вас душно. Кайф. Сашкин 10 место. А у тебя? Борьба империй. Imperial Struggle. А у меня на 10 месте. Вот у ребят большая коробка, сложная коробка, большие правила, сложные правила. У меня маленькая игрушка, состоящая всего лишь из карточной колоды, которую мы рубились 7 партий подряд, как только мы поиграли в первый раз. Игра называется на английском языке Gangs of Kyoto. И это офигительно веселая и очень жопопригорательная игра. Смысл игры в следующем. У нас есть карты, на них сверху циферка, снизу могут быть колокольчики, а могут не быть колокольчики. А посередине котики. А посередине бывают котики, да. Смысл в чем? Мы играем втроем, я беру 3 карточки, смотрю первую и решаю, кому она пойдет. Например, тебе. Там 4 и нет колокольчиков, например. А тебе пойдет 2 с 2 колокольчиками. Я себе открываю 5 и с 1 колокольчиком. Так положил себе. Смысл в том, что мы все по очереди будем эти карты раздавать. Кто первый набрал 13 очков, тот вылетает из раунда, а все остальные свои колокольчики забрали себе в победные очки. И там всякие плюшечки есть, типа того, что там, когда взял карту, получаешь еще одну карту, когда взял карточку, увеличил свой лимит не до 13, а до 18 очков и так далее, и так далее. Играется азартно. Она как раз на механике, которую я очень люблю, на механике на жадность, только здесь она сделана абсолютно по-другому. То есть ты не дотягиваешь до себя, на свою жадность проверяешь. А здесь ты сидишь и думаешь, типа, вот это вот, она 3 с 2 колокольчиками. Мне это будет уже 10. Отдать ее Димке, типа, да, пусть ему будет плохо, или забрать себе все-таки 2 колокольчика. А потом Димка будет раздавать, если он первую карту отдаст мне, может, он меня и закроет сразу, я тогда обломлюсь. А так, может быть, нет. А дальше может быть еще хуже. И сидишь об этом каждый раз думаешь, такой, типа, «А-а-а!» Короче, очень веселая игруха, реально. Маленькая колода карт, банальнейшая механика, я не понимаю, как никто до этого это не придумал. Очень круто. Выглядит обычненько, но именно вот впечатление от нее просто огонь. Жадная, злая игра, которую, правда, можно играть и как семейку, как бы, и просто друг другу карточки раздавать. Ну, как бы, ты скачешь. Она при этом, она пригорательная, но не обидная. Потому что каждый игрок должен получить по одной карте в ход. И как бы, я должен всем раздать, ребят, сорян, как бы, я не могу, типа, там, взять, дать Димке, потому что я его больше люблю, например, да, как бы, кучу карт, а тебе ничего не дать. Плохо тянешь. Вот, да-да-да, плохо тянешь. Вот это про эту игру. Короче, да, мое 10 место — это Gangs of Kyoto, рекомендую, прям крутая игруха, очень интересная, смешная, забавная, но скандалов на ней может быть много. Вот так вот. Вы еще не играли пока, да? Я нет, но ты столько про нее рассказывал, что я уже понял, что это одна из тех простых игр, которые можно назвать гениальная просто. Да. Он начинает напоминать меня, когда ко мне в руки попала коробка Sea Salt and Pepper. Я тоже ходил такой, давай поиграем. Всем про нее рассказывал. Ну, да, она по ощущениям напоминает немного. Ну, не по ощущениям, а по вайбу, по целевой аудитории, по вот этим настроениям за столом. Давайте пойдем дальше. 9 место. У меня на 9 месте игра Льюис и Кларк. Это старая игра, которую мне рекомендовали давным-давно посмотреть и попробовать и понюхать. До нее не из-за того, что у меня было какое-то предвзятое к ней отношение, но просто никак руки не доходили. А тут, бац, ее локализовали, и отличный выдался шанс наконец-то ее попробовать. Поэтому, когда представилась возможность в нее поиграть, я прям без колебаний и тени сомнения за нее сел, поиграл и получил ровно те впечатления и ровно то удовольствие, которое я ожидал. Оказалось очень классная, хорошо продуманная, отлично нарисованная, тематичная игра про освоение Дикого Запада, с интересными механиками, несмотря на то, что игра уже достаточно старая, у нее очень интересные механики. Когда ее кто-то называет гонкой, но это она совсем не гонка, это игра на очки, но по этому треку очков вы, по сути дела, движетесь на 5 шагов вперед и на 4 шага назад, и вот это вот передвижение такое. То есть тематика очень нравится то, что вы снарядили экспедицию, да, это вот там 19-й, конец 18-го, по-моему, века. Вы снарядили экспедицию для освоения Дикого Запада.
и у вас корабли, куча барахла вот этого у людей, там слуги, и вот это все, вот эта махина едет по речке, и вам нужно таким образом... Слушаю вас. Какие корабли на Диком Западе? По реке они плыли. Я просто думаю, Дикий Запад у меня ассоциируется с караванами. Не-не, они по реке именно плыли там, да. Они плыли по реке, у них были корабли, лодки, и... Их индейцы сопровождали туда, как показывали, как проплывать. Да-да-да. И получается, что игра сводится к тому, что у вас менеджмент вашей экспедиции. То есть вам надо сделать так, чтобы все ваши люди были максимально эффективны, чтобы никто не сидел сложа руки у вас на корабле, который просто жрет твои ресурсы. Они все должны... И место занимает. Да, и они все должны что-то делать. И, по сути дела, это игра на размещение рабочих и на менеджмент руки с тоже интересной механикой, когда вы получаете ресурсы, разыгрывая карту с символом, который нарисован у тебя на карте и у твоих соседей. То есть надо еще следить за тем, что у твоих соседей. В общем, очень много интересных фишек. Еще она с колдостроем. Да, и такой интересный колодострой. В общем, в игре очень много интересных маленьких нюансов, и все это вместе, еще хорошо, красиво нарисовано, делает очень приятную такую, в меру сложную, то есть она совсем не сложная, это среднего уровня, евроигра, очень хорошая игра. Димка еще меня на нее подтянул. Я тоже очень давно хотел попробовать поиграть. И вот как раз удалось, когда Димка к обзору готовился, порубиться в Льюиса Кларка. Мне прям понравилось. Там реально прикольные механики. Там зеленые индейцы, раньше были красные в первой редакции, теперь стали зеленые, потому что это не политкорректно. А еще там, конечно, вот Димка про хороший выбор сказал, что тебе можно, у тебя на корабле определенное количество мест, и ты сидишь и думаешь, типа, туда индейца посадить или еду положить. Потом сидишь такой и думаешь, ну индеец же своего рода тоже, наверное, может быть едой, как бы, да, такой. И берешь его для того, чтобы он тебе потом что-то показал и добыл тебе еду. Ну, я в этом смысле, что он идет и добывает тебе еду. Вот, хорошая игрушка. 9 место Димки. Да. Льюис и Кларк. Льюис и Кларк. Вот у тебя на 10 месте пригорательное, а у меня на 9 месте пригорательное. Но пригорать оно будет не от того, что тебе могут что-то дать, а от того, что ты дундук и ничего не помнишь. Я не очень люблю игры с элементами memory, но это взорвала весь мой мозг. Это Омерта. На самом деле у игры огромное количество «но». Нелюбимая мной механика, очень странное оформление. Что это, зачем это? Просто колода карт. Ну, в принципе, для меня это нормально, когда какая-то небольшая игра просто западает в сердечко. Но в случае с Омертой это было что-то запрещенное, что ли. Guilty pleasure? Да, иначе это не назвать. Потому что, по сути, игра банальная же. Все, что тебе нужно, пытаться помнить, что у тебя на столе, и минимизировать те цифры, которые у тебя закрыты от тебя. Главное помнить их, и какая, где, зачем. Потому что очень часто, да, случаются ситуации, когда ты такой, ну, вроде вот здесь у меня 0. И эту не трогаем. А вот здесь что-то дофига. Давай-ка, единичка, давайте поменяем. Это сбрасываешь 0 на единичку. А десятка остается. А десятка остается. Или пятнашка остается. Или еще что-нибудь остается. И ты такой... А потом ты уже понимаешь, что ты весь свой ряд помнишь. У тебя все классно. Осталось только дождаться своего хода. Объявить Омерту. Да. И начинает у тебя что-нибудь выдергивать, что-нибудь подкидывать, да. Или наоборот, тебе остается, ты понимаешь половину своих карт, тебе просто говорят, родненько возьми и перемешай свои карты, и ты такой, что? И вот ровно вот за эти эмоции она прям вот запала и не отпускает. Да, игра с максимальным взаимодействием. Да. И ужасным оформлением. Да. Но сама игра, конечно, да, очень крутая. Я просто сам от себя не ожидал, потому что Memory для меня, ну, это очень странная механика. А тут она достаточно ярко представлена. Я понимаю, что это одно из самых ярких впечатлений за год. Игра с не самой любимой механикой. Ну, она еще при этом с механикой навлицо, которая Take That. И прям, да ладно, там она отлично как раз играется. Как раз вот на всем этом она тебе и... Без нее было не так весело. Возможно. Сашкин 9 место. Омерта. У меня на 9 месте очень плохая игра. Вот реально прямо это плохо сделанная
игра с огромным количеством ошибок в текстах, в правилах, с большим количеством неточностей, с огромным факом, который не нужно было читать. Но при этом это игра, в которой мы сыграли больше 40 партий, потому что компания у нее идет больше 40 партий. Называется игра Vampire the Masquerade Chapters. И это было такое огромное настольное впечатление длиной в 3 месяца практически. Мы собирались каждую неделю. Играли по 2-3 партии за день. Игра основана на ролевой настольной игре. Vampire Masquerade фактически является полноценным модулем для настольной ролевой игры без мастера. У вас будет определенное количество эпизодов, их там больше 40. Каждый из них представлен маленькой такой книжечкой, и в ней миллион вариантов того, что могло бы произойти. То есть, если я, например, хотел поговорить с Сашкой, который был бы там неигровым персонажем, мне бы открылась страничка с Сашкой, и там было бы там 5 вопросов, или там 4 вопроса, которые я мог бы ему задать. Некоторые от меня требовали проверки, например, некоторые я мог бы задать им просто, а некоторые требовали от меня наличия каких-то навыков. Просто если у тебя есть такой навык, ты можешь, типа, Сашку там пощекотать, например, и он тебе сразу все расскажет. И от этого идет разветвление событий, которые там есть. И они все уводят тебя так, что ты не видишь там, 60% каждого вот этого буклетика, и можно потом было бы как бы посмотреть по-другому. А еще ты понимаешь, что если ты играешь одним персонажем, ты увидишь одно, другими увидишь другое. Я, например, играл персонажем, который сильно понимал в магии и так далее, тримером, и она видела как бы многие вещи, которые другие персонажи бы не видели. Но с другой стороны, если бы мы играли, там, например, Гангрелем, который, да, там запахи чувствует и так далее, он бы мог, например, кого-то выслеживать и получать за счет этого всякие дополнительные плюшки. Сюжет очень интересный, нетривиальный, переходит прям там до апогея, до того, что на вас весь город охотится, и мы вот реально нас не отпускал именно сюжет. И благодаря крутому сюжету, который был в игре, мы готовы были простить ей и механики, которые недопиленные, и большое количество факов, потому что мы каждый сценарий, в который мы входили, мы открывали страничку, смотрели, типа, ага, вот если с этим, и вот с этим столкнемся, надо будет подсмотреть сюда еще раз, чтобы правильно все дело прочитать. А там были неправильные кросс-ссылки и так далее, короче, много всего. Но игра прям в сердечко запало, огромнейшее впечатление. Очень жду, что у нее будет то самое продолжение, и жду аналогичную игру по оборотням, да, которую мы с Сашкой тоже заказали. Поэтому вот, несмотря на то, что плохая игра, великолепное настольное впечатление. Если у вас будет, скажем так, компания единомышленников, которые готовы ради крутого сюжета страдать, то как бы вот это как раз та игра, в которой можно пострадать ради крутого сюжета. И мое 9 место Vampire the Masquerade Chapters. Я прям очень, да. Забористая, да? Да. Вот. Она прям, да, удивляет. Ну, у меня на 8 месте игра про математику, можно сказать. Машина Тьюринга. У меня игра на 8 месте. Она там оказалась даже скорее не из-за того, что она мне лично понравилась, хотя и мне она тоже очень понравилась. Она очень сильно зашла и жене моей, и дочке моей старшей, да. Я своей дочке старшей в итоге заказал и подарил. Она мне сказала, что они с друзьями уже заиграли эту игру. В общем, у этой игры есть своя очень ярко выраженная аудитория. Это люди, которые любят вот такие головоломки, что-то типа судоку, вот такого плана времяпрепровождения. Игра сделана шикарно. Во-первых, она прекрасно оформлена, очень интересно. А во-вторых, то, как работает механика самой игры, несмотря на то, что есть такие игры, я знаю, есть такие игры, в которых, по сути дела, это игра на дедукцию, но она сделана так, что я такого еще раньше не встречал. Перфорированные вот эти карты с ответами. И что самое интересное, я когда готовил обзор, я поймал себя на мысли, что несмотря на то, что игра максимально абстрактна, вот что можно придумать еще абстрактнее, когда у тебя просто цифры, дырки в картах и какие-то цифры и знаки математические равенства, там больше-меньше, разделить и так далее. Что может быть тематичного в такой игре? А в итоге оказывается, что вот этот вот как бы тема того, что ты общаешься с компьютером, она как-то прям чувствуется. Ты компьютеру не задаешь вопрос, чтобы получить. Ты выдвигаешь гипотезу. То есть ты даешь утверждение, что вот так, вот так и вот так. И прикладываешь карточку одну к другой, и он тебе, компьютер, отвечает да или нет. Всего 2 слова.
И вот исходя из этого ответа, ты должен вычислить те самые заветные 3 цифры. Прекрасно играется она, и соло играется, можно разгадывать как головоломку, но для себя еще поймал себя на мысли, что еще лучше она играется именно в компании, потому что здесь есть такой соревновательный эффект, когда вот я вот чувствую, что я вот уже близок, я вот прям вот на следующем ходу я отгадаю эту цифру, всех опережу, и это прям такой азарт. В общем, мы тоже рекомендую машина Тьюринга, у меня на 8 месте. Прикольно, что Дим говорит, что общаясь с компьютером, да, мне недавно рассказывали историю, как одна девушка посралась с нейросетью. Ой, я даже знаю, кто это. Историю рассказывал. А еще прикольная тема. Смотри, слушай, сейчас будет тонкая шутка, внимательно. Игру с перфокартами Димина старшая дочка заиграла до дыр. Ну, образовались новые. Да. Он просто начал когда говорить, такой говорит, типа, у меня игра, дочка старшая заиграла. Я такой, до дыр. А он не сказал. Так что у меня 8 место, машина Тьюринга. Хорошая штука. Что там у тебя? Это тоже очень своеобразное ощущение, впечатление на 8 месте, потому что этот патигейм мне понравился. Это озвучка. Это крайне странные ощущения, которые можно получить. Ну, как бы мы все привыкли играть в какие-то игры на ассоциации, либо еще что-то, там, показать какими-то жестами, объяснить что-то словами, однокоренными, неоднокоренными. И, опять же, вспоминаем поэзию неандертальцев. Да. Но здесь тебе нужно просто издавать звуки. Но если показать трактор звуками норм, то показать волшебника, а рядом с ним маг, сложно. Потому что ты сам не понимаешь, а в чем между ними разница. А отгадывающему придется как-то это определить. Но самый кайф от нее, когда ты все-таки отгадываешь, когда ты ведущий. Волшебник-фокусник был. Ну, да. Там прям синонимов прям четких нету. Ну да. Иллюзионист. По-моему. Иллюзионист, точно. Иллюзионист. Вот. Но суть в том, что сидит какая-то неприличная группа, иначе это не назвать, там человека 4-5, и пытаются одновременно тебе звуками показать, что же им выпало. А ты, закрыв глаза, специальными очечками пытаешься это отгадать. Ты по отдельности, если вслушиваешься, отлично понимаешь, о чем. А потом ты просто перестаешь понимать, когда все это сливается в какую-то единую какофонию, и ты просто начинаешь забывать, а что же ты все-таки определил. На все про все у тебя там крайне мало времени. 13 секунд. Я даже не знаю, что тут про нее еще сказать. Это действительно один из крутейших патигеймов, в которые я играл. Я не то чтобы их прям очень много играл, но периодически приходится. Поэтому там среди любимых я назову, пожалуй, только Телестрейшн. И вот к нему как раз добавляется теперь озвучка. Это просто что-то с чем-то. Да, чтобы Саше понравилось патигейм, это должны звезды так сойтись, что как бы что астрологи просто офигеют. 8 место, Саня. Озвучка. У меня на 8 месте игра, в которую меня учил играть Сашка. И эту игру мы хотели всем селом. Нам привезли ее, естественно, в подарок. С крутыми наклеечками внутри, автографом автора. И мне Макс, кстати, обещал под нее промку подарить. У него есть Шир. Это «Властелин колец. Дуэль». Ну, можно сказать, что это новая версия «Семи чудес дуэльных». Переделанная под тематику «Властелина колец», адаптированная под нее и иллюстрированная Винсаном Дютре. Это игра для 2 игроков, а я не так часто играю в игры для 2 игроков, хотя за последние 2 года вот реально я прям в огромном восторге от 2 дуэльных игр. Это вот была в прошлом году Splendor Дуэль, Роскошь Дуэль, и в этом году вот «Властелин колец. Дуэль». Великолепная игрушка, в которой вы всего лишь в свой ход выбираете карту или оплачиваете тайлик, который заберете к себе. Но настолько она построена классно, что у вас есть несколько целей, которые вам надо добиться, и если вы добиваетесь одной из этих целей раньше, чем ваш оппонент, любой причем из этих целей, вы выигрываете. То есть там есть небольшой элемент контроля территории, ну скорее такой мажорити по территориям, где вы выставляете воинов и башенки. Есть момент, где вы собираете сетики. Есть момент, где вам нужно набрать
покупать как бы определенные символы для того, чтобы покупать другие штуки. Короче, много всего интересного в игре происходит, про нее так просто не расскажешь, лучше будет как-нибудь показать на стриме, и она очень-очень красивая. Прям... Мы, по-моему, первое впечатление по ней Первое впечатление делали по ней, да. Можно посмотреть, у нас там будет первое впечатление, там более подробно прописано как игра, но если вам нравится «7 чудес», особенно дуэльная версия, то это, я думаю, что вам понравится еще больше, потому что люди, которые хорошо наиграли в ту и хорошо уже наиграли в эту, говорят о том, что это сделано круче. Очень много споров по этому поводу, на самом деле, потому что просто «7 чудес. Дуэль» достаточно старая, и к ней есть два дополнения. Плюс есть огромное количество промо-чудес, которые очень неплохо вносят разнообразие. И вот на фоне этого именно вот эта переделка под «Властелин колец» проигрывает. Потому что она, те, кому понравилась Агора, которая очень сильно меняет «7 чудес. Дуэль», им очень сложно играть именно вот в эту версию, потому что она кажется... Потому что к ней Агоры пока нет. Да, к ней пока нет дополнений. Пока. Вот такого отношения, когда был только Пантеон, и если бы на тот момент выходила эта версия, то да, она бы была, несомненно, лучше. Потому что любителей Пантеона крайне мало. Но посмотрим, может быть, что-то еще придумают. Это игра, которую, в принципе, многие даже не совсем считают полноценной настольной игрой. Это Dwarf Romantic. Dwarf Romantic, сельская идиллия. Тоже про нее мне давно и много говорили, чтобы я на нее обратил внимание, потому что сам процесс игровой, он подразумевает в том числе и соло. Очень необычная настольная игра, потому что по ощущениям от этой игры, это как будто вы сидите и собираете пазл, вот этот с картинами, пазл с картинами, но только это игра. У нее есть даже какой-то сюжет там, какие-то у тебя там цели есть на партию, но тем не менее сам процесс, он настолько... Я не очень люблю это слово медитативный, потому что это как-то не в ту степь. На самом деле он просто приятный, и если вы играете с кем-то, то есть просто вечером с женой после работы, вместо того, чтобы втыкать в какой-то очередной сериал там, или что-то, разложить вот эту игру, она требует от вас умственные усилия. Да. Но оно такое прям лайтовое, минимальное, а на столе это выглядит просто шикарно. Вы за буквально полчаса строите вот такую сельскую местность, вам, грубо говоря, надо, чтобы дорожки с дорожками сошлись, речки с речками сошлись, и вокруг тайликов были нужные тайлики, чтобы давали вам максимальное число очков. Вот вы это все разложили за полчаса, у вас есть лист компании вашей, вы очередную партию записали, сколько очков получили там себе в ачивочке, если добились определенной цели, открывайте коробочку. Коробочка красивая, а там внутри новые тайлики, какие-то миплики. И в общем-то, не сказать, что игра прям как-то сильно удивляет. Мы открываем коробку, а там такое, что перевернуло всю игру. Да нет, в общем-то, все вполне ожидаемо, но все очень классно сделано, очень уютно, красиво. В общем, настоятельно рекомендую. В том плане... Качество компонентов очень приятное. Да, то есть она сделана очень классно. Между прочим, игра выиграла премию Spiel des Jahres в этом году, а это, между прочим, многого стоит. Это 7-е место от меня, Dwarf Romantic на 7-м месте. У меня очень противоречивый топ. На самом деле вырисовывается. Вот эти механики мне не нравятся, вот эти механики мне не нравятся, в патигеймы я не играю. Ага, вот, я сам в шоке. Тут такая же ситуация сейчас на 7-м месте будет, потому что мне не очень близки индийские настроения. Вот. Но при этом то, что я получил от этой игры, мне прям взорвало малесик мозг. Это Храминакши. Вот что-то неожиданно было. Да. Я сам от себя не ожидал, но на самом деле в меня влюбило... Тебя заставили? Нет. А выглядит как будто да? Саш, пни под стол. Нет. А на самом деле я себе даже коробочку заказал. Отличная идея и отличная реализация игры. Не самая привычная, я бы сказал, потому что все, что мы будем делать, это просто брать карты, выбирать действия. За эти действия мы будем получать определенное количество не баллов, а колонн. И просто будем расставлять эти колонны на картах. И ваш храм потихонечку будет расти. За это вы будете получать, собственно, победные очки. И вот
этот процесс, он просто влюбляет в себя. То есть я не могу сказать, что это прям вау, что-то со стороны механик, либо еще чего-то. Ты просто играешь в нее и кайфуешь от самого процесса набора этих гребаных колонн, раскидывания их у себя по планшетику, там, достраивания планшета, чтобы у тебя больше места было под эти колонны. И потом начинаешь сидеть и думать, а как бы мне миксануть? И иногда ты думаешь, как тебе миксануть их не в угоду победным очкам, а чтобы оно просто со стороны классно выглядело. Вот и все. Да не, Паша Атаманчук, в принципе, хороший механик придумал там, да. Меня эта игра удивила в том плане, что когда на нее смотришь со стороны, вот просто мимо проходишь, ты думаешь, блин, какая-то замороченная игра, что-то много всего. Какие-то кружочки. Да. А когда ты садишься в нее играть, оказывается, что это одна из тех игр, когда правил-то элементарные. Игры много, а правила простые. Действительно взял, выбрал, тебе нужно мипло поставить на одно из доступных действий. И там написано, что ты делаешь. Все. И ты это сделал и передал ход следующему игроку. А потом обилочки начинают работать на таликах, которых ты за большинство берешь. Да. И такой... И вот там мозги немножко... Ну, на самом деле нет. Там начинает смотреться мажорити, и в зависимости от него... Как ты забираешь талик, все там это просто, да? Все. А на самих таликах там не то чтобы прям какие-то уберсложные обилочки, там всегда есть читерные на получение победных очков. И то, что вы кладете карты на на столбики, оно шикарно смотрит. А на самом деле у меня был определенный страх, когда я в нее садился играть, что с моими кривыми руками все это пойдет по звезде. А вот если так, то вообще не Это вообще, это такая боль. Но на самом деле все крайне устойчиво и прям не вызвало вопросов. И, наверное, вот после нее я задумался о том, что я, наверное, все-таки хочу погонять Вавилон, потому что он в какой-то степени будет напоминать ее. Не со стороны механик, просто по вайбу. Да. И при том, что то, что другое, достаточно абстрактно, а я не очень люблю абстракты. Но красивее гораздо. Сашкино 7 место. Хараминакш. Мое 7 место. На мой взгляд, это очень заслуженная игра. И многие в каком-то роде, можно сказать, в нее играли. Многие через нее прошли в каком-то роде. Каркасон. Практически. МТГ. Нет. Я понял. Практически. Это игра Ticket to Ride, но только в версии наследия. Великолепная большая коробка. Да, она достаточно дорогая, но она дает настолько много впечатлений за счет своей механики наследия, сколько она всего раскрывает, сколько она всего показывает, как у вас меняется игровое поле, как у вас меняются игровые условия. При этом она по правилам максимально простая на входе и обрастает им постепенно, поэтому даже младшее поколение может в нее отлично войти и постепенно узнавать правила вместе с вами. Это фактически все тот же самый классический Ticket to Ride, где вы будете прокладывать своими паровозиками пути, набирая карты разных цветов из колоды и составляя из них маршруты. Но теперь после каждой партии у вас будут немножко меняться правила, будут добавляться новые компоненты, будут добавляться новые элементы, новые условия победы, новые условия получения победных очков, деньги и так далее. Они очень круто взяли из разных версий Ticket to Ride отдельные правила, которые в тот или иной момент в игру добавляют. Но она просто фантастическая, вот реально. Я каждый год хвалю какой-то Legacy, потому что каждый год меня механика наследия удивляет хорошими играми. И вот в этом году я бы сказал, что это, наверное, самый лучший Legacy, который я поиграл. А я в этом году, кстати, поиграл больше одной Legacy и даже прошел больше одной Legacy. Не, Ticket to Ride это классика прям. Да, поэтому мое 7 место – это билет на поезд наследия. Есть один интересный момент. Можно сказать, что все съехало, потому что я в своем списке, у меня оказалось 2 7 места. То есть мы десятку готовили, в итоге у него 2 7 и 3 не вошло. Ну, у него 8 не вошло, и ничего Еле наскреб. Они не вошли, понимаешь? Не вошли. А тут типа, они достойны, но я их решил не это. Мое 2 7 место. Это игра Unsettled, Затерянные. Великолепная игрушка про путешествие в космосе, где вы группой космонавтов, которые выжили на корабле, отправляетесь на разные планеты. Каждая планета — это уникальное приключение, вернее, даже 3 уникальных приключения, которые поставят вас перед челленджем. И вам каждый раз нужно будет исследовать планету для того, чтобы понять, как она работает, что вам нужно на ней сделать и что там вообще происходит. Планеты абсолютно разные, там, с живым снегом, с гигантскими насекомыми, которые будут вас преследовать, с огромными грибами, которые спорами вам галюны накидывают. Короче, куча разных планет, и вы будете бегать с одной на другую для того, чтобы просто выжить попытаться. Очень крутая выживалка.
На 6-м месте у меня «Война кольца» карточная игра. Я очень люблю мир, созданный Толкином. На любую игру, сделанную по этой вселенной, так или иначе обращаю внимание. И «Война кольца» карточная игра, та игра, мимо которой я не мог пройти, ее очень многие хвалили, и в итоге, когда она вышла, я ее попробовал, остался в восторге. И так получилось, что в этом году я наиграл в нее достаточно много партий, несмотря на то, что игра достаточно комплексная, рассчитанная на разное количество игроков, но 2 на 2 – это самый идеальный режим, самый идеальный вариант в нее играть. Почему? Потому что вы играете за темную сторону и светлую сторону, и в каждой стороне разные фракции. И эти фракции асимметричные. И в эту игру классно наигрывать несколько партий, потому что хочется попробовать поиграть за одних и за светлую сторону, и за темную сторону, и за эту фракцию, и за эту фракцию. Потому что в этой игре она называется карточная игра неспроста. Все построено на карточном движке, и эти карты, по сути, уникальные. Каждая карта уникальная. И самая главная боль в этой игре то, что, разыгрывая карту, вы должны заплатить за нее сбросом другой карты. И из-за того, что каждая карта классная, ценная, уникальная, буквально каждый ход у вас дилемма. Господи, ну как я могу отказаться от этой карты? И вот ты сидишь и думаешь, вот как с той рукой, которая у тебя есть, как так эффективнее разыграть вот эту руку свою, чтобы получить максимум, то, что нужно тебе, то, что нужно твоему партнеру в игре, который с тобой играет на одной стороне. В общем, плюс тематичность зашкаливает, потому что все, что происходит на столе, идет прямо по сюжету тех произведений, которые мы с вами все прекрасно знаем. Все знаковые битвы, все какие-то знаковые места, персонажи, предметы и так далее. В общем, для любителей Толкина игра отличный вариант. Сейчас выходит дополнение, они как руки не доходят, и в них поиграть. В общем, я думаю, что заслуженное 6-е место, как минимум, в этом году от меня. Хорошая игрушка. «Война кольца» карточная игра. Вот все рассказал, как положено. Как вот из 2 любимых выбрать одну, которую нужно будет покинуть. Да, отличная механика. Да. Как из 2 7-х мест оставить то, что... Да. У меня на 6-м месте. Так. Игра настольная. Настольная, да. В большой белой коробке. Это Primal. Я небольшой фанат босс-баттлеров, но в какой-то момент я понял, что хочется чего-то эдакого. И глаз упал именно на Primal. Хотя был Swarm, были другие коробки от Into the Unknown, причем очень хорошие коробки. Там, как бы тот же самый Kingdom Forlands я бы с радостью потыкал, но Primal меня зацепил механически. Хотя, когда была кампания, было достаточно большое количество рендеров, ну, что логично для босс-баттлера с миньками, но при этом, ознакомившись с игрой, я понял, что это то, во что со мной будут крайне редко играть. И не то чтобы большое количество людей, потому что, с одной стороны, у тебя босс-баттлер, который должен быть тематический, который должен сопровождаться бросками, большим количеством бросков кубов, у тебя максимально абстрактный и полностью на картах. И вот он приехал, и когда я начал читать книгу правил, я кайфанул. Потому что это одна из лучших книг правил, которые я брал в руки, наверное, за последние года 3. Абсолютно все понятно, все прозрачно. Но сам роллбук 120 страниц. Ничего себе. Да. Тебе каждое правило вот так вот вкладывают в ротик? Нет. Там абсолютно все. Вот ты реально, ты прочитал правила, ты понимаешь, что с тобой будет происходить, как все это работает, как в это играть, все классно. Но абстрактность. Потому что обычно, вот даже если мы вспомним о Swarm, у нас есть достаточно большая карта, где будет большой босс, который будет так или иначе двигаться. Все, что есть у нас в Primal, это просто 4 сектора. Вокруг босса. Вокруг босса. И все, что он делает, это вот так вот поворачивается. А вам надо его бить. Да. А вы как эти, как блохи, как блохи, вокруг него прыгаете. Меня
очень порадовала местная боевочка, потому что в отличие от других босс-баттлеров или даже данжен-кроулеров, где обычно выглядит это как все игроки походили, потом ходят монстра, боссы и так далее. Или игрок походил монстра. Здесь все сводится к реакциям. И на любое твое действие сразу идет противодействие. То есть ты даже свой ход не завершил, ты сразу получил что-то в ответ. Ну, правильно. Блоха укусила, надо почесать. И это заставляет тебя думать еще сильнее. И карточный движок, который в ней присутствует, он заточен на то, что ты будешь постоянно пытаться сделать комбо. Разыграть в нужном порядке нужные карты, чтобы сэффектить нужные эффекты. И при этом там ровно такая же механика, как во «Властелине колец», когда ты за карты, которые будешь разыгрывать, платишь картами. Вот. Как-то так. Но это что-то с чем-то. На самом деле. В игре присутствует компания, но компания, в отличие от, опять же, того же самого Сворма, не настолько хороша будет. Ни по тексту, ни по чему-то еще. То есть там погружения будет не так много, и по сути это просто сведется к выполнению квестов по линеечке. С другой стороны, каждый выполненный квест тебя будет просто в какую-то свою стезю отправлять. Ты просто выбираешь квест, проходишь квест, убив монстра. Выбираешь новый квест там, из 2 или из 3, и так дальше двигаешься. По сути, у тебя компания состоит из 10 квестов, а всего в коробке, в комплекте Primal их 49. Но каждый бой с боссом... Коробка, но она больше, Саша, размером. Ну нет, есть и побольше коробки, но вся ее фишка даже не в компании, а в том числе и в возможности играть в ваншоты. И ваншоты эти тоже будут отлично играться, просто за счет того, что у тебя есть определенный набор карт поведения боссов, которые привязаны к сложности, и ты это можешь миксовать. Можешь сам составлять эти колоды, можешь брать те руны, которые на них написаны, которые привязаны к сложности. Поэтому, если тебе кажется, что тебе просто, увеличь сложность, и тебе будет больно. И он будет вести себя совершенно по-другому. И вот это очень круто в ней реализовано. Потому что меня, если честно, достали вот эти вот все привычные паттерны, когда у тебя есть список атак, ты понимаешь, что будет. Ну, просто потому что ты написал, тебе их написали. А здесь тебе придется изучить стопку карт. И дальше будет все зависеть от того, как это будет срабатывать, в зависимости от того, как играть будешь ты. Поэтому там бывают такие ситуации, когда тебе просто босс стампит тебя и обрывает всю твою камбуху. Вот, как-то так. Поэтому мое 6-е место — это Primal. А у тебя, Юр? У меня на 6-м месте крутой патигейм. В этом году фактически было 2 крутых патигейма. Прям, на мой взгляд, прям топчика. Но один из них — это уже прошлогодняя история. Назывался он «Скоростные каракули». А в этом году есть новый, называется он «Озвучка». Саша про него уже рассказывал. И это реально очень крутое настольное впечатление, в котором слова вам будут объяснять звуками. И пускай происходить все это будет одновременно. И вам надо из этих звуков вычленять что-то членораздельное. А самый интересный такой момент в ней еще, который вот мне вот тут лично очень понравился, что ты вроде как все звуки запомнил, понял, что там было. Такой, типа, все, снимаем очки. А что там было? Не, такой, Саша, у тебя там, типа, салун был с ковбоями. Саня такой, да. Я такой, хорошо. Я забыл остальные. Очень смешная, веселая игра. Посмотрите, у нас есть стрим с профессиональными актерами озвучивания. Это было нечто. Или лучше не смотрите. Потому что после него вы не сможете нормально смотреть «Мстителей». Да. Короче, у меня на 6-м месте озвучка. Крутой патигейм, прям классный. Да. На 5-м месте у меня игра, которая уже 2-й год находится в топе, и получается так, что 2-й год подряд я буду говорить одно и то же. То есть это игра, которая для меня так до конца и не раскрылась. То есть я не могу до конца для себя сказать вот прям очень мне нравится или просто это хорошая игра. Я не знаю. Но просто так сложилось, что уже там 3-й год подряд
у меня моя настольная жизнь проходит с этой игрой, это игра Earthborn Rangers. Сыграл в нее уже очень много партий, так до конца и не прошел пока вот этот первый сезон, потому что пока просто времени не хватает. Это обычная, как бы такая стандартная живая карточная игра, которую предлагала FFG. Сейчас ее предлагает другой издатель, да, но тем не менее игра построена на тех же самых принципах, но при этом предлагает игрокам посмотреть на нее немножко с другой стороны. Это одновременно и карточная игра, и одновременно это довольно большая такая игра с совершенно открытым миром. Вы на обычном традиционном карточном движке можете делать все, что хотите. Хотите, просто сидите на одном месте и ковыряйтесь. Хотите, пойдите на другой конец карты, выполните какой-нибудь квест. Хотите, сейчас познакомьтесь с этим человеком. Хотите, помогите ему, хотите, нет. В общем, удивительное сплетение карточной игры с очень регламентированным процессом и вот таким открытым миром. И этот мир явно очень глубокий и богатый. Я уверен, что у этой игры просто колоссальное будущее. Не всем нравится вот этот очень лайтовый такой добряцкий мирный такой ход событий, но при этом даже у этого подхода, наоборот, очень много поклонников. Все говорят, да мы уже устали от этих ваших постоянных мочилов и монстров, дайте нам что-нибудь лайтовое. И вот очень классно сделано, очень классно нарисованное, заслуженно остается в моем топе уже второй год подряд. Это несмотря на то, что вот в играх время обычно идет быстрее, да, там, в играх, фильмах. Вот с этой игрой получается так, что Димка стареет быстрее, чем у него персонаж в игре. Потому что у него уже 3 года прошло, а у них еще 30 дней не прошло. Да, кстати. Да, так что на 5-м месте Earthborn Rangers. Классная игра. Да, хорошая. У меня на 5-м месте, я для себя даже неожиданно осознал, что эта игра у меня действительно на 5-м месте. Поиграл я в нее не так давно, но, что удивительно, после партии в нее мне захотелось, во-первых, сесть в нее и поиграть еще раз, а во-вторых, мне захотелось увеличить количество игроков. Потому что обычно, когда мы садимся играть в ту или иную игру, хочется уменьшить его. А тут, наоборот, мне захотелось увеличить. Это минус. Mm-hmm. Это максимально странная игра от Board & Dice. Почему странная? Потому что... Она яркая, потому что, да? Нет, я очень часто... у Board & Dice далеко не всегда коричневый евро или еще что-то такое. Просто для меня тематика в игре достаточно важна. И тут я понимаю, что она мне не близка. Вот прям вообще. Она оформлена, не сказал бы, что прям вау, но потерпеть можно. А вот в рамках игрового процесса я такой, это прикольно. Она очень сильно отдает вайбами других игр. Там, теми же самыми истоками, да, и, в принципе, огромным количеством других дисплейсментов, потому что это основная механика, которая там есть. Но вся фишка игры в том, что мы будем драфтить кубики. И драфтить их будем достаточно хитро. У каждого из нас будет энное количество треков. Каждый привязан к своему цвету. И нам нужно будет в процессе игры для толкания этих треков собирать определенные значения на кубиках. Так как мы драфтим, грубо говоря, 4 кубика, нам необходимо сделать так, чтобы увеличить максимальное количество треков или один трек на максимальное количество, выбирая из того, что бросит первый игрок. Но очень важно эти кубики не просто так драфтить, а ставить на нужные нам действия, которые имеют энное количество ячеек. И вот тут начинается все самое веселое, потому что эти кубики нам, по сути, определяют, какое количество действий внутри этого действия мы сможем выполнить. Например, поставить вместо одного мипла 2 мипла, или 3 мипла, или 4 мипла. Ты просто ставишь кубик в эту ячейку, а дальше начинается вакханалия. Потому что если какому-то другому игроку захотелось это же действие, он начинает думать, а что же мне сделать? Взять кубик со значением ниже и поставить его левее, и тем самым сдвинуть меня. Но при этом он понимает, что в определенной вероятности он не подвигает свой трек, который даст ему дополнительные какие-то Просто смысл в чем? Ты, если берешь маленькие кубики, то возрастает вероятность того, что ты выполнишь более мощное действие. Да. А если ты берешь более большие кубики, то ты приближаешься к тому, чтобы
оно более слабое будет, но ты приближаешься к тому, чтобы прокачивать трюки, потому что если у тебя на кубиках одного цвета, который ты набрал, а их всего 4, набирается 9 хотя бы, то ты, соответственно, трек себе толкаешь вверх, а он дает классные плюхи и прокачивает, и очки дает и так далее. Позволяет комбить. Да, вот так вот, типа, маленький, большой. А дальше начинается засада. Когда все раздрафтили, вы начинаете активировать их. А активировать вы их начинаете с больших значений. А это далеко не всегда для тебя выгодно. И вот именно вот этот момент драфта за счет всех вот этих зависимостей настолько тебе взрывает мозг. Поэтому хочется больше игроков. Нет. Когда у тебя больше игроков, ты еще больше начинаешь крутиться внутри каждого из этих действий. Мы на 3, когда играли, там просто вакханалия творилась. Там, не хочешь идти сюда, я пойду, все действие занимаешь, кайфуешь. Там ячеек становится больше, Ну, я про это и говорю, да. И там еще есть поле для контроля территории, и на нем тоже больше становится слотов. Это очень классная Хорошая игра. И я на самом деле не ожидал от нее этого. Я не понимал, почему вокруг нее так много всего. Ну, именно говорят вот в инфополе минус. Что такое? Я на нее смотрю и такой... Обычный евро. Такой, это даже не минус тирит. А потом поиграли. Ай, ужас. В общем, Впечатляющая игрушка, да. да. В общем, мое 5 место – это минус. У минуса мало минусов, но много плюсов. Да. Да, мало минусов. У минусов. У меня на 5 месте, я бы даже сказал, что это настольная игра. Вот так вот. Это настольное времяпрепровождение, игра на механике рассказывания историй, то есть сторителлинг, где мы совместно будем творить одну и ту же историю. Игра называется Alice is Missing. Эта игра молчаливая абсолютно. Каждый из вас не должен говорить ни одного слова во время игры. Все общение между вами будет происходить в мессенджере в телефоне. Вот так вот, да, мы сидим. Вот так вот. У вас будет дана завязка истории, чтобы ваша подруга Алиса пропала. Каждому из вас будет выдана роль, которая связывает вас с Алисой. Дальше вы допридумываете все вместе, какие у вас места, что значит. Вам будет дан ряд мест, какие люди, что значит, и какие между вами взаимоотношения. Сразу прописывайте это у себя сами, знаете это, и должны отыгрывать роль этого персонажа, общаясь с другими персонажами в мессенджере. В ходе игры вам нужно будет, соответственно, Алису попытаться найти. Параллельно у вас на телевизоре или на смартфоне будет бежать таймер, и по таймеру вы сможете вскрывать определенные карты, колода которых случайным образом собирается специально перед игрой. То есть там будет карта на 80 минутах, оставшихся на 45, на 15, на 5 и так далее. Карты эти будут в каждой вашей партии разные, то есть разные комбинации этих карт будут еще при этом. И они будут давать вам какие-то наводки, типа того, что, да, типа того, что Алису видели в обществе каких-то мутных типов. Появляется какая-то новая информация. Да, у тебя появилась эта информация, ты ее другим не показываешь, но ты должен разыграть, как твой персонаж об этом узнал и к чему это могло привести. Все другие будут реагировать, и тем самым генерируется ваша общая история. Игра далеко не для всех, прям совсем. То есть, если люди не понимают, что такое игра на рассказывание истории, на сотворение совместной истории, она не зайдет. Это игра, в которую нельзя выиграть, потому что здесь в игре важен не результат, а важен процесс. И то, какая история создается у вас, какие эмоции вы на этом испытываете, какие случаи, как вы друг с другом взаимодействуете. Потому что у нас реально партия, которая была, мы в которой играли, иногда мы реально ржали. Потому что, знаешь, кто-нибудь сидит такой, типа, потом такой... Вот. И все такие дочитали, поржали. А в конце реально у нас там, вот мне там слезы наворачивались, того, что происходило у нас как бы по накалу страстей. И ребята такие сидели, говорят, Юрец, говорит, ты, конечно, так зафиналил, говорит, я сижу, у меня мурашки, говорит, на руках просто капец. Вот. Это было очень круто, реально очень необычное настольное впечатление в маленькой коробочке. Я не знаю, чтобы она хорошо пошла и чтобы людям она понравилась, это надо людям объяснить, что это такое. То есть просто у меня как большой опыт ролевых игр и сторителлингов. Я хотел сказать, что это по сути РПГ такое вот с... Ну это, понимаешь, РПГ это все-таки где ты принимаешь какое-то активное участие, да? РПГ это все-таки про развитие, да. А вот ролевая игра это ролевая игра. Ролевая игра, как бы скажем так, здесь у тебя будет только роль, но у тебя не будет сюжета. Потому что и здесь смысл в том, что ты в ролевой игре обычно идешь по сюжету по какому-то, и он двигается в зависимости от твоих действий и каким-то образом взаимодействует с тобой миром, например, посредством того же мастера, да, самого, то здесь ты сам генерируешь полностью сюжет. То есть здесь каждый мастер типа со своей точки зрения. Вот. Очень крутая штука, но, опять же,
очень будет зависеть от компании. Прям эта игра прям максимально зависит от компании. То есть она не столько зависит от компонентов, которые в ней есть, сколько от того, с какими людьми вы в нее сели играть. У нас было все хорошо, все прям вниклись очень, очень здорово в роли, очень вникли в саму игру, и поэтому это было очень яркое настольное впечатление в этом году. Я прям вот реально, я вот сейчас даже вспоминаю концовочку нашу, прям такой думаю, блин, как все круто сложилось, как мы связали все вот эти вот нити, которые шли из разных частей, потому, опять же, у каждого свои собственные мысли, и кто-то как бы какую-нибудь хрень с одной стороны вкидывает, и ты понимаешь, что как все уже из написанного ты не вычеркнешь, тебе надо под это адаптироваться, и ты свою историю, то есть историю, которую до этого ты вязал, переделаешь на то, чтобы вязать ее с другим. Да, вот карты закончились, ну то есть это был конец игры, или все-таки можно было продолжать и дальше? Нет, тебя в последние 5 минуты... У вас время закончилось. Время, когда там, чем время больше идет, и тебе потом в конце типа дают, говорят, все, говорят, вы можете написать по последнему сообщению, ваш сюжет закончился, посидите 5 минут, подумайте, потом можете как бы поделиться своими мыслями по поводу того, как это было. И мы, знаешь, реально там 5 минут сидели, втыкали просто так, типа, ни хрена себе. Короче, 5 место, Alice is Missing, обалденная штука, но... Не все поймут, немногие оценят. Да, не все ее поймут. Потому что она, когда начала расходиться по рукам, очень много противоречивых отзывов о ней. Прям очень много. И очень часто я, наоборот, встречал именно негативные мнения по ней. Игра. Человек ждет настольную игру или хотя бы ролевую игру в этом плане, а там вообще не это. И это при том, что я не люблю игры на механике сторителлинга. Вот это вот вся Horror Stories Cube, там Winter Tales, вот это вообще не мое. Потому что там как бы обычно у тебя смысл в том, что тебе надо рассказать историю, и если другие игроки ее оценили, как бы ты двигаешься дальше, как бы получаешь очки и еще что-то. Это вот вообще фигня какая-то. А здесь как бы кооперативная штука крутая. Вот так вот. 4 место. У меня в этом году игра ворвалась прямо в топчик. Это игра Obsession. Она же «Обольщение». Дим говорит, цепануло прям, да. Меня действительно цепануло. Отчасти почему это произошло? Потому что, опять же, немножко превышены были мои ожидания. Я ожидал... оформление с виду очень скучное. Ну, то есть оно такое... понятно, что оно стильное, там... выдержано в чем-то там, красивое местами на любителя. Но... Когда я слышу «выдержано», я вспоминаю Отула. У него прям достаточно выдержанные линии, цвета и вот это вот все, выдержанное оформление. И тут я вспоминаю Obsession, такое... У тебя есть фиолетовый тайлик, а на нем черный прямоугольничек. Неправда. Прости, не черный прямоугольничек, а очертание черного прямоугольничка. С черным текстиком. Ребята, не все так плохо, на самом деле. Нет. И вот глядя на все это, я как бы ожидал что-то такое, евро-коричневое такое. Вот. А оказалось, что игра-то веселенькая на самом деле. То есть... Игра сделана по очень необычному сеттингу, то есть это сеттинг вот этой викторианской Англии, все вот эти леди и джентльмены, званые балы, гости, всякие мероприятия, вы обустраиваете свое поместье, пытаетесь там выдать замуж и женить своих детей, у вас там семейство, карты. Оказалось, что игра, во-первых, очень несложная в плане механической, и игрового процесса. Во-вторых, достаточно плотная в плане взаимодействия друг с другом, и никто не убегает очень сильно по очкам. Да, очень тематичная, потому что карты с гостями. Очень хорошо, что игра будет локализована на русском языке, потому что на картах будет вот этот текстик переведенный, а он добавит еще больше тематичности в игре, потому что оказалось, что там и юмора присутствует достаточно много. Я когда готовился к обзору, прочитал автор игры, американец, или канадец, он, по-моему, американец все-таки, но при этом игра про англичан, а мы все знаем, что англичане американцев-то не очень любят. Американец с юморком отнесся ко всей этой истории, и в игре все американцы раздолбаи какие-то, которые у тебя либо очки отнимают, либо там какие-то сплетники. Вот. В общем, есть над чем посмеяться в этой игре. Друзья, которым я эту игру показал, с которыми я отыгрывал, чтобы подготовиться к стриму,
Я думал, что им не зайдет, зашло всем, ребята захотели себе тоже игру. В общем, неспроста игра уже много лет входит там в 100 лучших игр на БГГ. Она заслуженно там находится. Одна из причин, почему она там, это то, что автор игры – это его единственное детище. Но вот он ее сделал, и он настолько с любовью отнесся к своему детищу, что оно чувствуется в игре. В игре все сделано классно, игра прекрасно играется, никаких к ней претензий, поэтому тоже заслуженно, и на меня приятное впечатление произвела, и вот аж до 4-го места он в моем личном топе добралась. Сидит автор такой: лучше этого я уже ничего не сделаю, поэтому даже не буду пытаться. Автор, он выкатил на сайте на своем прям дисклеймер там на много страниц, кому эта игра не понравится и почему. Так там Юрия, Саша, да, там. Да. Саня, а у тебя что на 4-м месте? А у меня не самый большой гроб, но гроб. Так. Самый большой ты уже показал, белый. Да. Не факт, что самый большой, если ориентир, хотя... Да нет, там гигантская коробка просто. Там не одна гигантская коробка, на самом деле, но эта игра была на Кикстартере, но у меня не Кикстартер. Так. Получилось. Удивительно. Вот, да. Причем игры от этого издательства я тоже не то чтобы часто покупаю, в отличие от тебя. На самом деле это всего лишь Дюна от Cool Mini Or. Это хорошая переделочка Войны Кольца. Потому что у меня достаточно большое количество претензий было именно к Войне Кольца. Не карточный. Нет, не карточной, а именно вот к тому, что издавала Гага. Хотя мне Война Кольца очень нравится. Она мне нравится в первую очередь своей тематичностью. Но в случае с Дюной я получил именно то, чего мне не хватало там. Меньшее количество даунтайма, больше вариативность использования карт, потому что у меня теперь нет зависимости от того, что у меня происходит на поле, именно определенных событий, как типа Саруман должен быть один в башне, и тогда ты можешь разыграть своих энтов, чтобы сделать ему карачун. Вот этого нет в Дюне, и это меня очень радует. При этом это все та же самая симметричная дуэль, где с одной стороны у вас Харконнены, которых будет много, а с другой стороны Атрейдесы, которых будет мало, и ты, когда за них играешь, думаешь, как мне в это играть? Зато у них будут эти. Да, и вот именно ее асимметричность меня, пожалуй, и подкупила. Потому что, с одной стороны, у тебя просто прямолинейные Харконнены, которые идут и просто все ломают и выигрывают. С другой стороны, нерасторопные Атрейдесы. Просто между этими сторонами действительно очень большая разница. Ну, то есть, если мы говорим в целом про асимметрию, то тут можно вспомнить Рут, где у тебя максимально разный геймплей, или там Бухту торговцев, где ровно то же самое, очень разный геймплей. Здесь геймплей один и тот же, если смотреть механически. А по факту очень разные стратегии на игру, потому что Харконнен, по сути, может выиграть игру за 2 раунда, а Трейда за 2 раунда ни в жизнь не выиграет, к сожалению. Было дело. Тут еще примешалась моя любовь к вселенной Фрэнка Герберта. Там просто не оставалось вообще шанса. И когда она выходила на Kickstarter, я в принципе думал, может все-таки вписаться, потому что это Call Me Or Not, плюс лицензии, скорее всего на русском не появится. Такой, бог с ним, если что, потом куплю. Потому что это явно не последний Kickstarter. И потом она выходит на русском. Я думаю, все, без вариантов. Берем на русском и не паримся, потому что... Ну, комфортнее все-таки играть, когда у тебя... Дело не в этом. Мне нормально в нее играть и на английском было бы, но те, с кем я играл бы, им было бы существенно тяжелее. Я говорю, просто увеличить уровень комфорта, как бы. Да, и это однозначно не та игра, которую я бы часто играл в студии, но частенько бы играл дома. Просто за счет того, что в доме есть определенная любовь и к «Властелину колец», и к «Дюне». А тут и геймплейно она неплохо вписывается и тематически. Хотя очень многие жалуются именно на отсутствие тематики в Дюне. Очень много людей считают ее абстрактными, и я так просто не считаю. Ну, за счет того, что я знаю вселенную, и то, что происходит там, для меня понятно, для меня логично, и те действия, которые приходится делать, они тоже для меня логичны. Потому что вот эти вот преобразования, которые присутствуют у Атрейдесов, а у нас будет энное количество
лидеров, которые нам необходимо будет в процессе игры менять, они даже на уровне действий, которые приходится выполнять, были прописаны в свое время в книгах. То есть Пол Атрейдес выпивал воду жизни и, по сути, умирал, что приводило его к перерождению, он становился уже Лисан аль-Гаибом, принимал свое имя как Муаддиб, и вот это вот все. И ровно это же мы наблюдаем в игре, и это же сопровождается картами. Но это могут понять только те, кто знаком со вселенной, к сожалению. А я, как любитель вселенной, просто кайфовал. Проигрывал, кайфовал. Выигрывал, кайфовал. Некоторые считают, в том числе, что в ней небольшая реиграбельность. Но тут кому как. Мне ее очень даже хватает. Поэтому... Ну, опять же, ты же не будешь в нее играть там каждую неделю по партии. Ну, скорее всего, нет. Но на десяток другой базовой игры мне хватает. Вот. Как-то так. Поэтому... 4 место Сашки. 4 место Сашки. Дюна. Война за Аракис. И я в этом году поиграл очень много хороших евро. Минос поиграл с Сашкой. Я поиграл, уже даже не помню с кем, бессознательное. Я поиграл еще парочку интересных проектов от Board & Dice, ну и кучу всего в рамках премии. Все, что только можно было, отечественных, зарубежных и так далее. Но вот что меня реально в этом году прямо зацепило, на этом месте мог быть Минос, но будет не он, потому что на этом месте будет игра про постройку поездов. Вернее, железнодорожных маршрутов. Уже 2-я игра про паровозики у меня сегодня. И это не Брас. И это не Брас, и даже не Ticket to Ride. Это игра Nucleum, игра, в которой вы будете использовать тайлики несколькими способами. Там у вас прикольные тайлики такие. На них 2 части, короче, верхние и нижние, считай. На каждой из них указано действие, и каждый из них присвоен цвет. И вот эти тайлики ты можешь использовать несколькими способами. Во-первых, ты можешь играть себе их в планшет. Тогда они прокачивают тебе, он показывает тебе, типа, увеличивают твой доход и дают эти действия. Либо можешь их играть на игровое поле. Тогда они больше не твои тайлики. Ну, то есть они тебе приносят очки, они тебе приносят также действия, но как бы больше ты их не разыграешь никогда. Мне очень клево этот механик, который я очень люблю в играх, когда у тебя есть, например, там карты или жетоны какие-то в каком-то количестве, и ты их играешь, но в любой момент можешь сказать, типа, я ход пропускаю и забираешь себе обратно на руку. И вот здесь получается, что когда ты их играешь себе в планшет, ты потом их заберешь себе на руку. А когда ты их играешь в игровое поле, ты их теряешь навсегда, но они становятся твоими путями. Они связывают тебе города, но ты эти тайлики можешь новые покупать и более мощные обычно еще при этом. Смысл игры в том, что вам нужно создавать свою инфраструктуру и сеть, по которой вы от электростанции будете дотягивать электричество до ваших зданий в разных городах, чтобы их, соответственно, освещать. Комплексная игруха, асимметричная, потому что у каждого игрока левая часть планшета, которая ставится отдельно, это отдельный эксперимент, который будет давать вам специальные способности свои, ваши, уникальные. Очень комплексная, не уровень Лазерды, конечно, но достаточно комплексная для того, чтобы было и поломать мозги. Можно строить камбушечки, то есть в один ход можно запустить там одно действие, которое запустит другое действие, запустит третье действие. Особенно если ты еще там поставил вот эту рельсинку, она тебе говорит, что там такая классная штука. Ты построил рельсинку, с одной стороны. За это получил действие, потому что у тебя цвет совпал с городом. А другой цвет у тебя, соответственно, пока торчит, фиолетовенький, например. А Сашка пошел эти рельсинки с другой стороны укладывать, от другого города. И он там, у него серенькое действие было, и он выполнил его. А потом я ставлю в центр ваших рельсинок, и у меня с одной стороны совпадает с твоим по цвету, с другой с его по цвету. Что я делаю? Я делаю твое действие, которое совпадает по цвету, свое действие, которое совпадает по цвету, мое действие, которое совпадает с Сашкой, и Сашкина, которое совпадает с моим. Я сделал комбо. Я сделал комбо. А потом Сашка такой, типа, и он делает тоже свое и мое, и ты делаешь свое и мое. То есть все типа в прибыли от того, что мы вместе построили железную дорогу. А потом еще очки за это вместе получаем. Очень крутая игруха, разнообразная, у нее и разная подготовка. Раскладка, то есть у тебя в разных местах будут там какие здания стоять, будут электростанции в разных местах стоять, будут у вас железные дороги где-то перекрыты, где-то будут перекрыты у вас электростанции, места для городов и так далее. Короче, это ты про реиграбельность. Да, играть в нее не переиграть, прям можно по-разному. Еще допчик у нее крутой, прямо там морские пути появляются. Короче, классная игра. И это вот было такое мое глобальное евро впечатление в этом году. Я прям готов в нее играть еще. И мне вот это, знаете, у меня же редко бывает такое, что я хочу всем евро показывать. Вот эту евро я хочу всем показывать, как бы вот такой, типа, тебя посадить, несмотря на то, что на евро не любишь, но тебе понравится. Этому 100% понравится, как бы. Прям вот зуб даю. У меня есть сомнения, потому что это эдакий внебрачный сын Платины и Браса.
И тебе понравится. Ну, скорее всего, это понравится. Да. Вот, поэтому, да, на 4-м месте у меня Нуклеум. Троечка лидеров — это самые-самые игры, которые были поиграны в этом году и подарили самые-самые впечатления. У меня там прям реально такая вот... То есть у меня вот, если остальные, я еще думал, типа, как расставить, не расставить по каким местам, что будет выше, что ниже, то вот с этим у меня прям вообще вопросов не было. Вот они прям стоят прям как должны быть. Ну, у меня с первым местом не было вообще... С первым я вообще не сомневался прям, то есть как будто совсем. 3-е место у меня – это игра, которая для меня стала неожиданной. То, что она на 3-м месте у меня так высоко поднялась, тоже достаточно большая неожиданность. Это смешанный лист, Forest Shuffle. Ну, это неожиданно, правда. Потому что, это достаточно легковесная такая лайтовая игра. В ней как бы нет никакой революции в настольной индустрии. Это обычная игра на сбор комбинаций, максимального получения очков. Но вот именно и те эмоции, которые мне эта игра подарила, те неожиданные эмоции, которые подарила мне игра, от которой я мало чего ожидал, я до сих пор от нее отойти не могу. И лайфхак такой для зрителей канала Geek Media: если вы смотрите обзор от меня и вы слышите, что я очень много ее ругаю, какую-нибудь игру ругаю, то, значит, эта игра мне очень понравилась. Потому что, когда игра мне очень сильно понравилась, я все время боюсь ее перехвалить. И поэтому начинаю искать какие-то недостатки, какие-то... Не может она быть такой хорошей, мне понравилась. Какие-то негативы. Вот если вы посмотрите от меня обзор на Forest Shuffle, я полвидео просто перечисляю ее недостатки, потому что ее ругают за очень много вещей. Оформление спорное, и вот как раз оформление у нее клевое. Вкусовщина. Значит, что еще? То, что очки в конце партии считать сложно, то, что не сбалансирована она местами. В общем, куча разных недостатков. Но, опять же, это вот тот случай, когда на все это очень легко закрыть глаза, потому что, когда ты в нее играешь, ты просто кайфуешь от того, что сколько всего ты можешь сделать. Я могу вот на этом очки заработать, вот на этом могу очки заработать. А если я вот сюда вот ее... Там же в чем прикол этой игры, что автор здорово сделал. Вы высаживаете дерево, и с 4 сторон этого дерева подкладываете карты. Карты разделены либо по вертикали, либо по горизонтали. Соответственно, вы можете либо сбоку эти карты подсунуть, либо сверху или снизу. И это получается такой как это называется? Ареал. Да, микроареал, в котором вот эта жизнь существует. Там лисичка из-за дерева начинает выглядывать. Тут там зайчонок, сверху птичка какая-то села, снизу гриб вырос. В общем, и это все как-то комбится между собой. И это вкусное, и это вкусное. И получается, что в этой игре нет почти ни одного хода впустую. Ты в любом случае что-то полезное для себя делаешь. И вот от этого какой-то такой кайф. Вот. При этом очень такое хорошее, приятное соревнование с другими игроками за столом. Я сказал, что есть там споры по поводу оформления. Для меня это шикарное оформление. То есть это не какое-то там мультяшное, что-то нарисованное непонятно. Прямо у вас на столе вырастает вот это приятный такой лес. Сам игровой процесс настолько плавный и какой-то такой ритмичный, что партии проходят незаметно, и все за столом просто получают от этого максимальное удовольствие. И вот такое приятное послевкусие от партии. Для меня всегда вот такой есть показатель хорошей игры. Это когда партия закончилась, а ты прокручиваешь, что ты мог сделать, где я мог получше сыграть, как лучше сыграл там мой соперник, за счет чего он выиграл, или наоборот кайфуешь от того, что вот у меня там сложилось все очень классно. То есть, когда ты переживаешь партию уже после ее окончания, это для меня очень хороший показатель хорошей игры. Поэтому неудивительно, что такая, казалось бы, ничего такого прям сверхъестественного в этой игре нет, но, на мой взгляд, очень заслуженное 3-е место именно благодаря тем эмоциям, которые она мне подарила в этом году. Я очень радуюсь за наших, в том числе и за тебя, когда как раз вот вижу, что у вас такие эмоции от настольных игр. Я прям такой, типа, вот по нему, знаешь, как круто бывает, когда Саня сидит, улыбается, знаешь, а он еще улыбается очень специфически, он сидит такой, он так вот откинется вот так вот, да, и такой.
И вот я всегда очень радуюсь этим моментам, когда вижу, как вам вот игра типа зашла, даже если сменами преднамеряется, я прям кайфую от того, как вам заходит это. А я даже не удивлен, что достаточно простая игра забралась высоко. В свое время у меня Марисолька стояла на первом месте. Ничего нет как бы этого самого зазорного в том, что людям могут нравиться простые игры. Очень часто люди не понимают этого. Да. Но у меня вот на третьем месте тоже будет достаточно простая игра. А у меня нет. Давай, что у тебя там? У меня игра, которая когда-то уже была в моем топе. Так. Это «Войны Черной Розы». Возвращение блудного сына. Да, но это возрождение. Это как бы... Это другое. Это другое, да. Это действительно другое, потому что новая база очень круто переработала определенные идеи, которые были заложены в первую базу. И игра прям заиграла новыми красками. Потому что были вещи, которые достаточно сильно бесили. Некоторые вещи остались бесячими. Но то, как повернулась игра, меня очень сильно радует. Мы все так же, по сути, имеем 6 школ магии. На игру выбирать себе будем максимум типа 4 персонажа, потому что она в базе до 4 человек. С допчиками можно как бы до 6. Ну, не знаю, кому-то нравится вакханалия, которая будет происходить в 6. Лично мне нет. Мне втроем, вчетвером самый сок ее играть. Я соглашусь, да. Больше всего, пожалуй, нравится. И вот тот подход к построению твоей колоды, которая есть, я не могу сказать, что внутри этой игры есть какой-то колодострой. Но его там тупо нет. Ну там идея механики заложенная Да. есть, но просто ты не успеваешь им воспользоваться по-нормальному. Да, Да, все так. Причем, если брать первую базу, то у тебя гримуар достаточно мало крутится, не так много школ позволяет его прокручивать. Во второй базе бывает ситуация, когда у тебя за игру он прокрутится раза 3, и ты как бы можешь от этого попробовать поиграть, но это не самая часто встречающаяся история. Но новые школы, которые были заложены в эту базу, меня прям очень сильно порадовали. Потому что в старой Розе у тебя есть прямая школа разрушения, которая все, что делала, как это, слабоумие и отвага. Вот это выбор тех, кто предпочитает школу разрушения. Бежишь, орешь и все. Вот. Или там классический призыватель, который просто генерил огромное количество андедов на поле. Ну, да, оно прикольно. А вот в случае с новой Розой у тебя школа кошмаров, которая, с одной стороны, вроде призывает, а с другой стороны, все, что ты призываешь, тебе вообще никак не принадлежит. И ты пытаешься раскидать вот по всем магам, которые есть в ложе, и такой, а сейчас будет ульта. И там прям действительно очень много урона начинает наноситься. Или отдельная школа для любителей БДСМа. Да, она прям вот школа агонии. Нанося урон, ты получаешь урон себе. И ты пытаешься лавировать так, чтобы не сдохнуть от урона, который ты будешь получать. Что меня очень сильно не удивило, так это наличие школы, которая не наносит вообще урона. То есть в первой Розе такого не было. Были школы, которые наносили мало урона, но зарабатывали большое количество победных очков. Здесь вообще никакого урона. Школа любви. Шаманизм. Не надо. Но да, там про любовь к ближнему своему, тотемчики и вот это вот все. Очень классная штука. Если кто-то не пробовал и любит агрессивные игры с большим количеством взаимодействия, то «Войны Черной Розы» — это однозначно выбор. Да, в этом варианте даже я оценил ее гораздо выше, чем в прошлом. Да. Есть пара очень бесячих моментов в игре, конечно, но тем не менее... Ивенты и некоторые квесты. Это правда. Потому что все остальное очень хорошо получилось переработать, согласен. И это прям сыграло на пользу ей. Поэтому мое третье место — это черный. «Войны Черной Розы. Возрождение». Я так тебя заслушался, что забыл, что у меня там... я все вспомнил. У меня на третьем месте игра от Фила Уокера Хардинга. Называется она Misfit Heroes.
То есть, типа, герой отброса или что-то такое, или которые неподходящие герои. Игра от издательства Alterac Entertainment Group, которая любит игры с прозрачными картами. Но обычно она любит игры с прозрачными картами от... И колодострой. Да, и колодострой. От Деклера. Джона Деклера. В этот раз она не от Джона Деклера, и она не колодострой. Но с прозрачными картами. Но с прозрачными картами. По одной простой причине. Там 120 карт разных. И изначально, когда вы получаете себе коробку, вы берете карту, на ней нарисовано какое-то место. Например, там может быть комната подростка, кухня, там пещера Бэтмена, там что-то. Ну, то есть, короче, разные какие-то бэкграунды. И есть 120 прозрачных карточек, на которых нарисованы персонажи. Вы их совмещаете, вкладываете в протектор. У вас получается полноценная карта, в которой обилочка от бэкграунда, обилочка от самого персонажа, цена их совместная получается, их цвет может быть совместный, а может быть один он будет получится из-за того, что там типа у них бывают флажки красные и синие. И у тебя может быть, если красный с красным флажок, у тебя останется персонаж красным, а если синий синим, останется синим. А если красный синий, то получится фиолетовый флажок. Это тоже важно просто для некоторых игровых элементов. И у вас может получиться, там, например, там типа гуль-тинейджер. Типа у тебя тинейджер, типа это бэкграунд, типа у него там его дом, а это самое. Или там, например, там вампир-пацифист. И там стоит, соответственно, вампир, а на фоне него, соответственно, пацифистские всякие знаки там. И куча всяких вот этих персонажей. И в итоге, как вы догадались сами уже, у каждого игрока эта игра будет уникальная. Потому что вы сначала замешали себе карточки и одни, и другие, потом их сложили. И у каждого игрока это будет абсолютно разная игра. При этом она рекомендует вам следующее сделать. Перед каждой партией, чтобы у вас колода не повторялась, ты берешь 4 карты, Саша берет 4 карты, я беру 4 карты. Достаем из них прозрачные карточки, между ними замешали, положили по-новому. То есть у нас колода на 16 карт, как минимум каждую партию, 12-16 карт будет каждую партию по-другому. Что же надо делать в игре? В игре вы собираете себе грид 4 на 4 карты. Карты надо оплачивать денежками иногда они будут бесплатные, иногда они могут вызываться вам за другие карты. И дают вам эффекты. Один из эффектов работает всегда только когда карта вошла в игру, а второй эффект может срабатывать как триггер, может срабатывать, когда вошла в игру, а может срабатывать в конце игры только. Что они вам будут давать? Они вам будут давать, одни карты будут давать деньги, другие будут давать возможность запускать другие карты, третьи будут давать вам какой-то коин в конце игры, четвертый будут давать вам жетоны ресурсов. За жетоны ресурсов получаете победные очки сразу, а за все остальное вы получаете победные очки, скорее всего, в конце игры. И в ней вы, соответственно, либо играете карточку, либо набираете карточку, либо набираете денежки немножечко. И вот здесь она, во-первых, кризисная достаточно. То есть вам все время не хватает денег на те карты, которые вы хотите разыграть, потому что карты с блатными обилками, они стоят до хрена просто. С другой стороны, можно бомжовые карты типа играть, и как бы на них обилки тоже бомжовые, но как бы на них много не поднимешь. Зато, с другой стороны, ты потом смотришь, типа, а бомжовая карта-то, то есть, а вот эта блатная карта, типа, стоит 25 монет. И она мне сейчас прям такого надает, прям, ну вообще. А вот эта бомжовая стоит 2 монеты. И она мне сейчас почти ничего не даст, хотя погоди-ка, она мне дает скоринг в конце игры. А скоринги там будут разные, типа, за количество флажков, которые у вас есть, за карты в этом ряду с определенными символами, за карты с определенными обилками. Можно запустить карточку, которая вам будет запускать карточки другие. Можно поставить карточку, которая будет вам, типа, от своего ряда и столбца давать какие-то эффекты и так далее. И все это еще при этом игра-гонка. Каждый свой собственный грид? Каждый свой собственный грид. Как только один из игроков построил 16 карт, игра заканчивается. Считаем победные очки. И мы их покупали за ресурсы и смотрим, что у нас здесь на картах. Некоторые карточки прям сами очки дают. Полноценные карты, да, такие вот просто, хорошие. Ну, то есть, получается, если это 4 на 4, то это стол-то приличный на троих. Да нет, вот здесь вчетвером спокойно можно сесть. Вот. Ну да, вот так вот, да. Типа того. Очень понравится эта игра тем, кто любит там всякие волшебные королевства. Тебе понравится, потому что в ней есть вот эти вот элементы форс-шаффла, когда ты типа выкладываешь карточки специально, чтобы получать карточки, чтобы получать различные эффекты и комбинировать и так далее. Ты когда сказал про комбинацию персонажей и обилок, напомнила 3000 негодяев, да. Вот изначально, вот идея та же самая, да, что у тебя карты эти будут как бы уникальная колода каждый раз. И она азартная. Ты смотришь, опять же, смотри, фишка в чем. У нас еще изначально жетоны, которые мы покупаем за ресурсы, выложены в 4 столбца. И они от 12 до 8 очков дают. И, соответственно, кто первый накопил ресурсов на эту штуку, заберет себе 12, а последний заберет 8. Но первый может забрать и 12, и 8, если набрал нормально ресурсов, если прокачался движочек себе на этом. Короче, гонка азартная, очень такая прям плотная, разнообразная и все время как бы новая. Это прям очень круто. Не Sweet Heroes, прям огнище. Черт. Убедил, да? Да. Вот. Очень крутая игрушка. Надеюсь, будет на русском языке когда-нибудь, потому что от АЕГ берут игры все, поэтому ждем. Да.
Просто я тот еще любитель Да. волшебных королевств. Ну, вернее, не волшебных королевств. Я, пожалуй, один из немногих, кому нравится Алое Восстание. М. Просто за счет как раз присутствия ровно этой механики. Кто-то предпочитает Алому Восстанию именно Волшебное Королевство, но нет. Мне нравится трилогия, собственно, от Пирса Браума. И ровно поэтому я выбор сделал в пользу Алого Восстания. И вот эта вот механика, которая, по сути, переехала из Волшебных Королевств туда, она очень крутая. Просто вместо руки теперь у тебя стол с гридом. Да, имеет место быть. Ну, Волшебное королевство я именно сравнивал именно получение. Ну, я очков понял, финалу, понял. да. Потому что так-то механика абсолютно другая. Ну, не совсем. То, что ты да. рассказываешь, оно очень сильно напоминает мне Волшебное Королевство. Переходим к серебру. Ух. У меня на втором месте в этом году, мне кажется, очень достойная игра. Мне повезло, на кемпе меня в нее поиграл Володя. Это старая игра уже достаточно, я много про нее слышал. Под нее нужны какие-то, чтобы сложились обстоятельства. Компания, время нашлось под нее, она не локализованная пока что. Это игра Detective City of Angels. Мой любимый детектив. И это теперь тоже мой любимый детектив. И я, признаюсь вам, это чуть ли не первый детектив, который я выиграл. С другой стороны, не так много детективов соревновательных. Большинство детективов, подавляющее большинство детективов кооперативные. Вот. А это чуть ли не первый детектив соревновательный, в который я играл. Только полноценный детектив, где вам надо там найти убийцу, мотивы и все вот это вот. Это одна из тех игр, у которых очень много претензий в плане того, что здесь какой-то вот дисбаланс, здесь что-то они не допилили, вот тут что-то как-то за уши притянуто. Van Ryder Games, издатель, славится вот этим своим уникальным и, на мой взгляд, очень честным подходом к играм. Они зачастую жертвуют каким-то балансом, какими-то удобными правилами, понятными вещами в угоду максимальной тематичности и интересного процесса. Погружению, да. Да. Вы реально в городе расследуете преступления, и не просто так у вас линейный какой-то сюжет. Реально вы своим умом пытаетесь, исходя из тех улик, которые вам попадаются, докопаться до истины. И я выиграл в эту партию. Я реально кайфанул от того, что, какой я молодец. Я догадался, там же вот же было. И потом у всех такой, а вы что, не заметили? Да, не заметили, хорошо, я вот заметил. Это реально кайфовая игрушка, она очень классно сделана, оформлена. Есть нюанс, да, если я правильно понимаю, там же обязательно должен быть ведущий. Да. Нет, у нее есть режим без ведущего, кооперативный. Есть, да? Кооперативный. И соло. Мы играли вот в тот режим как раз, когда есть ведущий, который... ему тоже, видимо, интересно. По крайней мере, Володе было видно, что ему интересно, потому что он может вмешиваться в процесс. Но по-настоящему у игры важный момент. Ведущий тоже может выиграть. Да-да-да. То есть там как построена механика игры? Вы, когда хотите кого-то допросить, ведущий имеет право вам давать варианты ответов. У него есть карточки с ними. И он может дать вам полезный ответ, а может дать бесполезный ответ или ложный прям ответ, да. И вы увидите этот ответ, можете надавить на свидетеля, например. Но это не суть важно, это уже мелочи. Важно то, что если вас ведущий чизл вот этот самый запутывает достаточно хорошо, и никто из вас до конца игры не отгадал, то выигрывает он. То есть у него, в принципе, тоже есть мотивация. С другой стороны, многие очень люди играют в эту игру ведущим так, чтобы просто всем было интересно и весело, как в ролевые игры народ играет. Но у меня были компании, с которыми я играл в нее, и я именно реально их прям душил. Ладно, есть отличный летсплей в черно-белых тонах, снятый в старой студии, с наушниками, шляпами, подтяжками. Я, наверное, вот шляпу снимаю перед Володей. Спасибо ему за то, что он, видимо, играл как раз вот в этом режиме, когда он дал людям возможность насладиться игрой. И мы действительно сидели, наслаждались игрой. Очень интересный кейс. Прям реально вот то, что происходит. Там есть... Игра же сделана в 60-х, 70-х годах. Там действие происходит, по-моему.
Я могу ошибаться. Ну, да, я не помню. Да, ну, короче, и вот этот вот дух того, что там происходит, это все действительно в Лос-Анджелесе, там есть какой-то такой вот этот еще вайп именно тех мест. Ну, в общем, классно. И вот это мое второе место, оно основано на том, что я для себя открыл очередную, ну, просто кайфовую игру. Вот Не, есть- это уникальная игра, Да. прям, реально. Да, и то, что она появится на русском, это прямо отличные новости этого года. Как бы вопрос когда? Да. Говорят, в 26-м. Есть шанс. Да. Александр Кикстартерович, что у вас на втором месте? Не Kickstarter. Ух ты. Gamefound. Gamefound, точно Нет. хотел сказать. Нет. И даже не BakerKit и другие платформы. Нет. Indiegogo. Нет. Нет, я же сказал, не другие краудфандинговые платформы. Хорошо. Это игра, название которой мы не смогли правильно произнести. Это на немецком что-то? Нет, оно на английском. Это «Властелин колец», «Дуэль в Средиземье». Второе пересечение. Да, я говорю, 2 будет. Третье вроде. Нет. 2. Озвучка и это. Озвучка это. Ну, Ну, в у вас общем, первое место есть? Есть шансы? нет. Там нет шансов. Как я уже говорил, это переделка классический «Семи чудес дуэль». И мне, как любителю «Семи чудес дуэль», она очень сильно зашла. Причем мне она зашла в первую очередь тем, что в данной вариации ребята отказались от победных очков вообще. Потому что в оригинальных чудесах сводилось все к тому, что если ты по науке не победил, по войне не победил, то, скорее всего, ты проиграл. Потому что ты все свое внимание уделяешь именно конкретным типам карт, забивая на синие карты, которые приносят огромное количество победных очков, и это тебя неминуемо приводит к поражению. А здесь у тебя нет победных очков, у тебя есть просто 3 вин-кондишена, которые сводятся к банальному. Захват, даже не так, не захват, просто присутствие в 7 регионах Средиземья. Все, что тебе нужно, это просто либо раскидать башенки, либо раскидать своих воинов по карте. Как только ты это сделал, 7 регионов, ты победил. Чем-то это может напоминать как раз этих самых войну, которая была в «Семи чудесах», но это максимально не то. Просто потому, что в «Семи чудесах дуэли» у тебя был щит с мечами, который ты просто вот так вот, как канат, туда-сюда тягал. Здесь это преобразовалось как раз-таки в синие карты, на которых всегда изображен голум. Вот, и там всегда присутствует кольцо. В зависимости от того, кто эту карту себе в табло положил, тот будет двигать либо старых добрых Сэма с Фродо, хотя ребята-то молодые вроде как. Ну, Вот. старые добрые. Да, старые. да. Либо будет двигать Назгула. И это именно что гонка. То есть, если в «Семи чудесах дуэль» это был именно канат, где ты берешь красную карту, сдвинул, противник взял красную карту, сдвинул в другую сторону, то здесь у тебя отдельный трек, по которому, с одной стороны, ты двигаешь именно трек, если ты играешь за Фродо Сэмом, а если ты играешь как раз-таки за Мордор, ты двигаешь Назгула по этому треку. То есть, если вы вдвоем начинаете по нему двигаться, у вас он просто будет вот так сдвигаться. И тут уже будет зависеть от того, кто, ну, неудачливей, а как раз-таки лучше всего отработал то, что у тебя было на поле. Раскладка абсолютно такая же, как и в «Семи чудесах дуэль», также 3 эпохи. Поменяли, в принципе, сами по себе карты не с той стороны, что у тебя там раньше были ресурсы, теперь это просто фракции те или иные. Нет. Здесь поменяли именно, скажем так, значение на них. У тебя желтые карты уже не так сильно влияют и не дают тебе столько прибыли, сколько хотелось бы. Чудеса, которые мы очень часто брали для того, чтобы получить дополнительный ход, здесь не присутствуют. Здесь ты берешь цитадель, и это приводит к тому, что ты просто берешь свою башню и ставишь на карту. Все, теперь ты там точно присутствуешь, уничтожить цитадель практически невозможно. А дальше ты начинаешь раскидывать своих юнитов, это классно. Да, не хватает в ней вот именно разнообразия, потому что у тебя есть всего 7 цитаделей, аналогично какие-то добавить, ну, как бы это было бы странно. Возможно... Я же тебе говорю, промками уже добавлен шир. Так себе цитадель. Но он цитадели не добавляет. Вот. Ну, тут как бы можно будет поиграть с чем-нибудь еще, добавляя. Но их все равно пока 7.
Что будет дальше, черт его знает. Допов пока непонятно, будут или Да нет. буду, Но очень хотелось бы. Зуб даю, да, будет. Рисовка от Дютре, я бы не сказал, что мне она здесь понравилась. А мне прям очень понравилось. Очень своеобразненько смотрится, при том, что когда ты так или иначе смотришь на мир «Властелин колец», ты пытаешься найти знакомых каких-то персонажей. А здесь из знакомых персонажей просто на треке Фродо с Сэмом, окей, тут Назгул, но он как бы безымянный. Все зеленые карты с Голум. персонажами. С фракциями. Нет, все зеленые карты с персонажами прям конкретно. Ты просто не обратил внимания, потому что мы с тобой очень увлеченно играли, Сань. Да? Да, там прямо вот прям знаковые персонажи все. Там Гэндальф, Саруман и так далее, все дела. Ладно, перепроверю. Ну, вполне допускаю, что очень увлеченно играли, потому что она прям бомбическая. Причем она как только приехала, я открыл такое правило, посмотрю. Так, ну это было, а что поменялось? Вот что поменялось. Окей, можем играть. Ну, то есть у меня достаточно много наиграно было в 7 чудес, и как бы я просто открыл правило, 5 минут, все, можем ехать. Потому что все абсолютно то же самое. Есть определенные нюансики, но не более того. Короче, совпало. И любимая игра, и любимый лор. И... Ну, не то чтобы любимый лор, но как бы... знакомый и приятный лор, да. Да, и приятный и интересный мне лор. Вот так. Я жду Splendor Duel «Звездные войны». У меня на втором месте гигантская коробка. Просто огромная. Ну, не такая большая, как была у Сашки. Но, тем не менее, она тоже с большим количеством других коробок, которые как бы меняют картон на пластик. Oathsworn. И это очень крутая игра Boss Battle с приключенческой составляющей, нарративной, которая меня действительно удивила, очень порадовала, и мне очень понравилась она вкупе. Я бы сказал, что это не самая лучшая боевка, которую я видел среди босс-баттлеров, но все вместе это реально очень крутое настольное приключение, которое, каждый эпизод которого у вас будет разбит на две части. Первая, соответственно, это сюжетная часть, где вы готовитесь и выясняете, что у вас за враг будет. Если вам удалось это выяснить, вам будет с ним проще бороться, потому что перед каждым боем вы собираете себе колоду карт, из небольшого количества карт совсем. И если вы берете просто так карты, ну как бы часть из них вам может реально не пригодиться. То есть вот на банальном уровне следующем. Лучница моя, которую я, например, играю, у нее есть атаки, которые картами стреляют сразу в несколько целей. Но стреляют они только в приспешников, например. А босс может оказаться без приспешников. Ты этих карт набрал себе, и они тебе вообще ничего не будут делать. Поэтому лучше узнавать, кто такой босс. А потом у вас большой бой с боссом идет на огромном тактическом поле. Ну, то есть и до этого изначально там делали выборы. За счет этого получали себе разные жетончики, которые вам помогут в ходе игры. Могли покупать разные предметы, которые как бы вам также кладут в колоду и будут вам давать оружие и так далее, и так далее. А потом у вас бой. И он тоже очень интересный. Все боссы разные. Особенно если с минками, они выглядят вообще шикарно. Просто такие гигантские. Там гигантская крыса у нас была, там фавн, земляной червь. Крысу видели все. Да. Поэтому показали еще два других. Одного в обзоре, одного на стриме. Ну, Вот. Думаю, на стриме, думаю, был червь. Точно. Да, а фавна я показывал в обзоре. Вот. Очень интересное, приятное по тексту нарративное приключение. Финал каждой части которого заканчивается грандиозным сражением с боссом. Даже если вы боссу проигрываете, как бы вас все равно двигает дальше по сюжету. Игра дальше вас по сюжету удивляет неоднократно, потому что сюжет двигает вас в такие вещи, которые вы себе даже не могли предположить. Я не буду его спойлерить, прям потому что это реально интересно открывать. Там всякие конверты, новые локации появятся, куча всего, короче, будет, что только может представить себе. Не говоря даже там об оружии, оружие и предмет, который стандартная штука для таких игр. Но здесь еще интересно, мне в принципе вот очень нравится эта штука в играх. Вот, например, вот недавно мы играли «Изнанку», мне эта вещь понравилась. И вот это же есть штука в Oathsworn. Вы начинаете игру, и ваши персонажи мир знают, а вы нет. И вам никто не пишет сначала там предысторию мира, чтобы вам не готовиться к этому, не читать. Вам она постепенно раскрывается отдельными частями, то здесь, то там, в разговорах с разными игровыми персонажами. Как книгу читаешь. Ну, не совсем так. В книгу ты как бы тебя, скажем так, в сюжет погрузили уже. Не здесь, всегда. Диалоги... А здесь, понимаешь, типа, тебе все говорят, вот вы Oathsworn, да, вот эти вот верные клятве. Типа, а ты такой, ну а что это значит, непонятно что. А потом в какой-то момент вы оказываетесь там рядом с виселицей, да, как чувака хотят повесить. А вы такие говорите, не-не-не, давай к нам его сюда. И тебе такие говорят, ну раз Oathsworn, конечно, вот забирайте пленника.
И такой, типа, что бы это значило? Типа, что, ну, то есть, кто мы вообще такие? Типа, и вы постепенно раскрываете это, постепенно раскрываете историю мира, будете узнавать, откуда монстры в нем берутся и почему вы с ними боретесь и так далее. Потому что ведьмаков нет. Ну, вы своего рода, там, как это говорится, вы знаете, я тоже своего рода ведьмак, да? Вот. Гигантское приключение, огромное количество разных боссов, огромное, то есть 21 сценарий там, 21 босс, соответственно, 21 нарративная часть. При этом для тех, кто не любит много текста и прохождение вот этого там, типа, с выборами со всем остальным, есть, типа, резюме на 2-3 абзаца, где ты просто там проходишь проверочки сразу и приходишь к боссу уже, типа, готовый. Как будто не читаешь все это. Но, на мой взгляд, читать все это дело надо. Там офигенный мир, очень крутые тексты и, блин, и боевочка тактическая, потому что вы двигаетесь по клеточкам, важно, где вы стоите, важно, где вы находитесь, вы можете прятаться за деревьями, можете там убивать монстров, можете толкать друг друга, можете толкать их. Короче, хорошая вещь, большая коробка. Если вы любите приключения и у вас нет на это время? И у вас нет отторжения именно от того, что это будет, там, например, не Dungeon Crawler, а именно битва с боссом, потому что у вас всегда, как бы, ну, в принципе, одна штука большая такая, и, может быть, с ней что-то еще по мелочи, но на одной карте, то прям очень рекомендую. Фантастика. У меня слов нет. Очень яркое было впечатление моего года. Слов нет. Да. Второе место. Второе место у меня. Итак, мы переходим к самому-самому. Все, я вспомнил. Как я мог забыть свое первое место? Я вот свое первое место, мне кажется, никогда не забуду. Золото, первое место. И первым будет Димка. Первым будет не Димка, первым будет Светлячок. Который год подряд. Нет. Не помню. Это шутка. Не помню, честно говоря, что у меня было на первом месте в прошлом году, но наверняка Светлячок был в топе, я не помню. Светлячок это уникальная игра, потому что это игра для фанатов Светлячка, в первую очередь, для самого сериала. Да, конечно, в нее можно спокойненько, хорошо и с большим интересом играть и для тех, кто не в теме, но для фанатов она дает настолько много приятных моментов и отсылок. Но почему на первом месте? Потому что игра дает непередаваемые ощущения того, что на столе, на картоне, на бумаге, вот на этом всем создается приключение. Ты авантюрист, который летает по космосу, таскает туда-сюда контрабанду всяких жуликов, там, договаривается со всякими мошенниками, выполняет всякие сомнительные миссии, участвует в перестрелках, залетает на сомнительные планеты, покупает там всякий шмот, нанимает экипаж. И это все происходит на столе, настолько погружает в себя, что ты переживаешь по-настоящему, как будто фильм посмотрел, но при этом ты сам в нем поучаствовал и кайфуешь от каждого момента. Игра сделана с любовью, игра сделана со всеми вайбами сериала. Это песочница, настоящая песочница, где у тебя абсолютная свобода действий, ну, кроме тех целей, которые тебе, естественно, надо выполнить, если уж ты так сильно хочешь. Абсолютная. Если ты очень хочешь выиграть прям в эту игру. Но в целом просто от нее можно кайфануть, потому что каждый твой шаг сопряжен с какой-то опасностью, с каким-то риском. Здесь есть бандиты, которые на тебя могут напасть. Тебя могут подрезать другие игроки за столом. Тут крейсер этот летает, который шмонает тебя постоянно. Тут эти пожиратели, которые на тебя могут напасть, и в итоге от тебя вообще ничего не останется. В общем, это такая гонка за очками, и в то же время это настоящее приключение, и каждая партия – это событие. К сожалению, не так часто в нее удается засесть, поиграть, но каждая партия – это что-то такое. После нее у вас еще на неделю разговоров, обсуждений, потому что там что-то происходило такое настолько интересное, что действительно всем есть о чем поговорить. Не то чтобы это прям моя самая любимая игра из всех, которые я играл, но в этом году это очередной для меня топ, потому что мне удалось в этом году несколько партий сыграть, и я очень рад, что это случилось, и я снова
получил вот эти эмоции, и первое место для меня не было никаких сомнений. Димка даже меня в этом году не посадил, несмотря на то, что я не фанат Светлячка. Я поиграл, много получил удовольствия. В целом я бы сыграл еще, но я играл в нее как в Евро, поэтому я их уделал просто, когда они даже вообще... Они там еще первое задание не успели выполнить, я уже сделал все. Мы очень быстро сыграли Светлячка. Реально, сколько? Полтора часа? Видимо, такой, как говорит, она так вообще быстро не играется. Да-да-да. За полтора часа скатали. Это мне напоминает обратную историю, когда у нас ребятки сели играть в сынов анархии, как в Евро. 4,5 часа дикой духоты просто. Ужас был. Есть подозрение, что она у тебя ворвалась в этот топ, потому что ты получил юбилейное издание. Это просто придало силы ее еще, мы играли в еще обычное, потыкать. кстати. Однозначно это дало ей шанс именно в этом году. И в этом году я в нее действительно поиграл, и, видимо, больше из-за того, что у меня она появилась еще вот в таком варианте, и больше шансов. Знаешь, как это было? Дима притаскивает этот гроб огромный, говорит, смотрите, какая красота, все большое, я вас в него обязательно поиграю. Не, такие, типа, мы будем играть в него на кемпе. Мы приезжаем на кемп, такие, типа, Димка такой, ну что, играем в Светлячка? Он такой, да, такой. Но я туда добавил компонентов из большой игры, потому что у нас был состав больше, чем... Вот. Не, ну реально, чтобы эту игру привести на нужен свободный багажник. Она весь багажник займет. А мы настроя, у нас там, извините, вещи. А у меня новое, но тоже хорошее. Так. И от автора, от которого я не ожидал. Я, в принципе, не особо люблю этого автора, но некоторые игры его мне прям заходят. И да, это... Подводочки у него сегодня, да, прям интригующие. Механики я не люблю, но она мне в топе. Патигейма я не люблю, но у меня в топе. Оформление так себе, да, у меня в топе, да. Некоторые игры этого автора мне нравятся. Плюс я с ней ознакомился во время ее кампании на Кике, и я тогда еще понял, что я ее хочу. Просто потому, как она была нарисована. Мне было плевать на автора, на механики. Я просто посмотрел на нее, я ее хочу. Все. Он еще про игру, да? Да. А ты о чем? Ну, не знаю, так. Но при этом, когда она оказалась у меня в руках, мы ее попробовали, и я понял, что я ее не просто хотел. Это Primal, что ли? Нет, это не Primal, Primal уже был. И коробочка на самом деле существенно меньше. Это всего лишь Райнер Кница и Rebirth. Нифига себе. Да. Поднялась, как она у тебя. Это очумительная игра, потому что я от нее испытал примерно те же самые эмоции, которые я испытывал в свое время от «Море соль бумаги», потому что некоторые очень простые игры настолько в тебя залетают, что тебе хочется просто в них играть не переставая, и при этом ты будешь постоянно кайфовать в процессе. У нас даже получилась своеобразная история, что я, что Ромка готовы были просто садить каждого в эту коробку играть. Потому что мы ее попробовали как раз вдвоем, был стрим, мы решили открыть коробочку, посмотреть, что можно такого быстренько поиграть. Такие, Rebirth, давай посмотрим. 20 минут от вскрытия коробки до первого хода, и мы такие, мясо. А сама по себе игра достаточно банальная и проста. В коробке лежит, во-первых, 2 игры. Просто игровое поле двустороннее. С одной стороны будет Шотландия, с другой Ирландия. И в зависимости от выбранной карты у вас будут разные правила. Потому что где-то вы будете играть от общих целей, где-то будете играть от личных целей, где-то у вас будут присутствовать замки, где-то их будет меньше. Там есть. А делать-то что надо. Вот. Ты с конца пошел, да. Да, но все это играется достаточно просто. У вас будет набор из жетонов, которые вы будете вскрывать, как в Каркасоне вы вскрывали тайлы. Здесь вы будете вскрывать жетоны. На этих жетонах есть всего 3 символа. Символ фермы, символ города и символ электростанции. В зависимости от символа вы можете построить либо в одной клетке, либо в другой, либо в третьей. Соответственно, там, где домик, это символ города, вы строите только в городе. Там, где электростанция, либо на символах, которые изображены на поле с электростанцией,
электростанциями, либо на пустых клетках. С фермами ровно такая же ситуация. А очки вы начинаете получать сродни Азулу. Когда вы выкладывали плитку, вы там брали горизонталь-вертикаль, считали очки, радовались жизни. Здесь немножечко иначе. Вы смотрите на цепочку. То есть первый жетон даст 1 очко, второй жетон в цепочке даст 2 очка, третий 3 очка, 4 и так далее. И вот тут вы начинаете задумываться. В зависимости от варианта игры вы начинаете думать либо над общими целями, либо над личными. А там личные цели могут быть очень простые. Просто получить определенное количество победных очков или вы должны иметь мажорити над конкретным объектом на карте. Это может быть какое-то аббатство, это может быть какой-то замок, либо иметь большое количество разных цепочек. То есть у вас должны быть, например, самое большое количество электростанций с длиной цепочки больше 3. Вот. Или наоборот, вы должны присутствовать в большем количестве регионов именно на границе поля и так далее. И вот тут вы уже начинаете думать, о чем мне делать. Самое смешное то, что в этой игре достаточно большое количество победных очков в конце игры нарисовывается. Ну, то есть там счет будет под 200, а то и 200 плюс. Ну, у опытных там под 300 будет. Но при этом в конце игры на такой дистанции вы находитесь очень рядом. Если правильно играете только. Да. Ну, как бы, если не дураки собрались, то у вас там разрыв там плюс-минус 2, 3, 4 очка будет. При такой дистанции, такой разрыв, это мое почтение на самом деле. А самое классное, что она дает, это время партии. На 3 полчаса. Это просто, ну, как бы меня возвращает в сторону «Семи чудес», где мы всемиром, грубо говоря, за 25 минут отыгрывали. Здесь я спокойно втроем, либо вчетвером 30-40 минут спокойно ее отыграю, покайфую и, возможно, даже сразу же повторю. Потому что мозг она не сильно нагружает, но бывают ситуации на поле, которые тебя прям заставляют делать выбор и козлить. Ну, там интересная ситуация именно то, что тебя реально, вот мне всегда нравятся игры, в которых тебе нужно принимать решения. И когда эти решения могут быть то есть важные и значимые. Здесь эти решения у тебя значимые практически каждый раз, начиная там с конца первой четверти игры. Потому что, например, смотри, как там, если стоит замок, то ты контролируешь этот замок и получаешь 5 победных очков, если вокруг него твоих жетонов больше, чем других. А там жетоны могут быть и города, и электростанции, и эту самую, чего угодно. С другой стороны, 5 очков замок дают, да? Ну, вроде неплохо. С другой стороны, ты смотришь, у тебя цепочка электростанций уже стоит 4, да? И у тебя сейчас выбор, типа, либо, например, положить ее вокруг замка, и тем самым перейти в тупик. Но тогда тебя кто-нибудь с той стороны перекроет, и ты больше не продолжишь эту цепочку. Но зато ты замочек получишь. Либо продолжать ее туда и получать 5, 6, 7, 8, 9 и так далее больше очков. С другой стороны, там уже к замку подобрался Саня и начинает его потихонечку окружать. Как бы. И ты понимаешь, что если ты в замок не впилишься, то как бы ты замок уже как бы у тебя отожмут. А еще в этот момент Рома, например, да, он в том городе, в котором у тебя было 2 жетона по одному домику, положил свой жетон с 2 домиками. И место всего одно осталось. И ты начинаешь как бы по этому поводу задумываться, типа, куда тебе чего ходить. Очень прикольная штука, да. При этом ты еще смотришь на то, что у тебя есть карточки, которые тебе говорят: чувак, у тебя, конечно, длинная электростанция, но тебе поля собирать надо. Да. И они приходят иногда в самый ненужный момент, или иногда приходят такие, которые ты уже не в состоянии выполнить, и, к сожалению, есть такой. И несмотря на то, что у нее достаточно абстрактное оформление, она очень красивая. У меня на первом месте игра, которую я поиграл еще в самом начале года, и мне было интересно, будет ли у меня более яркое впечатление в этом году, потому что я прямо реально там чуть ли не в январе ее поиграл, и вот мне было интересно, перебьет ли ее что-то или не перебьет. Ничего ее не перебило. Не смогло просто, потому что настолько как бы крутотени, я в принципе, наверное, настолько вообще еще не играл. Игра называется на английском языке Heredity, на русском называется будет «Поколение». И это приключенческая игра, сюжетная, в которой вы играете в мире постапокалипсиса обычной семьей, у которой большие проблемы. У них там похищают сына, спойлер. Короче, игра вас сразу предупреждает о том, что, типа, ребят, вы обычная семья, которая столкнется с ужасом постапокалипсиса, с тренированными бойцами и всяческими всевозможными страшными вещами. Когда-нибудь закончится видео, в которых я принимаю участие,
когда ты перестанешь уже про эту игру мне рассказывать. Когда она выйдет на русском языке. Я так в нее и не сыграл до сих пор. У меня же слюним он... Да не, ну это реально очень крутая штука. В ней 5 сценариев. Каждый из них имеет немножко разный вайб. Каждый из них напомнит вам по своему ощущению что-то из поп-культурных явлений таких знаковых. То есть, например, первое мне очень напоминает «Одни из нас». Особенно миссию, где Джоэл с Элли, где Джоэл засел снайперкой, а Элли, соответственно, как бы бежала от рейдеров. Вторая очень напоминает Fallout, первый или второй, причем, как бы, да, причем часть, где вы приходите в какой-то город и начинаете там квесты различные выяснять и так далее. Третье — это Mad Max. И дальше там уже Биошок идет, как бы, и, ну, то есть, реально, и это только по вайбам. При этом она построена на очень простой механике, правила очень простые, подойдут даже для начинающих игроков, но при этом эти простые правила позволяют игре сделать столько много всего разнообразного. То есть у вас, например, вы начинаете в доме, у вас постепенно раскрывается дом, вы постепенно узнаете, что в нем, если вы, например, в нем еще не были, да, а потом он еще будет меняться. Например, там могло что-то произойти, затопил, например, подвал у него, да, у вас карты эти поменяются, перевернутся, они по таймеру будут работать по специальному, который на картах работает. Вам будут туда врываться какие-то люди или там приходить, наоборот, вам на помощь. Любого персонажа, с которым вы взаимодействуете, вы можете с ним вести себя как хотите, и это не диалоговые опции. То есть, например, я прихожу к Сане, говорю: Саня, дай мне, пожалуйста, телефон. Саня говорит: если ты хочешь телефон, принеси мне, пожалуйста, пивка. Я сижу и такой думаю, блин, с Димкой такой: Дим, у нас что-то как бы время тикает, да, некогда нам Сане за пивком бегать. Давай ему, уже больше давай 23 давай ему в чайник дадим. И мы реально берем, как бы бьем Саню, он падает, и из него выпадает телефон. Мы забираем себе телефон, и это не то, что у нас там типа диалоговые опции, типа, дайте или там побить Саню, поговорить с Саней, убедить Саню. Нет. Ты просто решил это сделать. Просто мы решили, и мы его атакуем как бы по-нормальному. И из него там механика игры построена так, что если он как бы падает, то из него как бы, то есть мы получим что-то, то, что нам нужно было. А может быть нет. Но при всем при этом все друзья Сани перестанут нас любить. Что это они? И этой игрой тоже предусмотрено. А тебя потом будет мучить совесть. И это тоже игрой предусмотрено. То есть настолько как бы глубокая игра, я очень жду продолжения, прямо, да, прям жду очень продолжения ее еще, как бы, я уверен, что они будут, есть некоторые намеки на игру, но это прям, вот реально, я играл в нее сам, я ее полностью прошел, и я потом играл ее еще раз с ребятами первый сценарий, и он немножко шел по-другому, там не настолько, то есть она довольно-таки все-таки линейная, но при этом ваши выборы и то, как вы себя ведете с миром, то, как вы ведете себя с другими персонажами, влияет на то, как мир будет относиться к вам и как к вам будут относиться персонажи, и влияет на концовки, потому что концовок у игры достаточно много. И там, скажем так, что даже те действия, которые вы делали, те решения, которые принимали в первом самом сценарии, они скажутся у вас на концовке. И вы об этом даже узнаете и поймете потом, типа, блин, не надо было вот этого делать, или наоборот, надо было, может быть, это сделать, чтобы было по-другому. Очень крутая штука, прям вот я вот сейчас говорю, даже я такой на эмоциях, потому что, блин, она вот это невообразимая вещь, которую можно поиграть, я такого на скулках не видел. Это, вот, знаешь, сродни очень крутым цифровым РПГ, вот старым, когда вот выходил там первый, второй Fallout, Baldur's Gate, старый еще как бы, да, вот она вот прям дает вот те же самые эмоции очень крутые от того, насколько классно мир взаимодействует с тобой, ты взаимодействуешь с ним, насколько у тебя прикольный сюжет и при этом еще разнообразные варианты выбора. Очень крутая штука. Heredity, поколение, мое первое место, блин, не знаю, что ее могло бы перебить в принципе. Да ты за этот год всех достал с ним. У нас, кстати, ребята, которые поиграли, тоже в восторге от нее пищат. И они тоже всех достали уже. Вот. Насколько серьезный возрастной цен у нее этот... Смотри, в ней есть убийство, в ней нет никаких половых межотношений, как бы, да, вот этого всего нету. В ней есть моральные выборы. Угу. То есть, как бы, то есть тебя, например, ну как моральный выбор. То есть, типа, вот там убить или не убить, например, да, там. Поджечь, не поджечь, там, такие вот там, отравить, не отравить, вот такие вот штуки есть, как бы. То есть нет, ну я думаю, что там детям лет, наверное, с 14 уже вполне нормально, потому что те, кто в компьютерные игры играют, стреляют, стрелки, все остальное, они все это дело видели. Но вот именно прям жести никакой нету. То есть там тебе не будут рассказывать про то, что у него там вывалились кишки и так далее, никакой жести такой нет. Жесть творить будете вы. Да, если посчитать, что это нужно. То есть такого нету как бы ничего. Но в целом она, ну, как бы достаточно взрослая, потому что она тебе прямо, то есть она тебе там игра говорит, например, что у тебя там вот отец семейства, да, у него прям есть пунктик того, что они же с матерью спрятали детей как бы в этом самом, в горах, чтобы они не видели ужасов постапокалипсиса. И потом он очень переживает, что дети его кого-то когда-то убьют.
И он не хочет, чтобы они этого делали, как бы. И вот это вот, ну, то есть тебе игра про это рассказывает, в том числе про его переживания. Ну, не то, что там, типа, тебе вот такой вот абзацный текст, да, а у тебя просто там будет обилочка, что, типа, если твои дети кого-то убили, то что-то произойдет. И в ней еще при этом очень плотная механика действий, и это прям полный кооператив, потому что вы реально должны друг другу помогать. Там даже игра сама тебе говорит о том, что теперь чуваки, как бы, на вас, когда выходит амбал, как бы, да, у него там защита, например, 4-я, у тебя атака 1-я, у него атака 1-я, а у меня нож — это 2-я атака. И мы только если все вместе его будем бить, теоретически мы пробьем. И поэтому надо, чтобы там мама стреляла из ружья, папа бил практически битой. он пробьет вас. Да, папа бил битой, а дети его еще ногами пинали. Вот такая штука. Короче, огнище огненных огней, как говорит всем известный классик. Вот так, да. Вот такой вот у нас топ в этом году. Он мне понравился, он классный. Разнообразные игры. Он такой. Очень разные прям, да. Я был прав. Да. Я тоже сказал 2. Ты сказал одну. 2 я сказал. Одну. Да? Да. Я сказал 2. Значит, я что-то не усмотрел. ты сказал Окей, одну. значит, ты был прав. В общем, были хорошие игры в этом году. Я не скажу, что прям в этом году было прям огромное количество и топовых игр, которые прям запали в сердечко, но было много-много хороших игр. И все это связано еще с тем, что многие игры не доехали, которые мы в том числе ждали с прошлого года еще. Но увидим их в ближайшее время, и, возможно, они попадут в топ наш в следующем году. Да. Но это не точно. Да. Ребят, большое спасибо, что отсмотрели этот топ. Не забудьте поставить нам пальчик вверх, на какой бы платформе вы нас не смотрели. Или это может быть сердечко, если вы смотрите на другой платформе. Красное сердечко на синий или синий палец вверх на красный. Пишите комментарии, расскажите нам про свои топы и самые яркие впечатления, которые вы получили от игр в этом году. Мы будем рады почитать это в комментариях и пообщаться с вами по этому поводу. А с вами сегодня были Дима, Александр, Kickstarter Rage, ну и я, Юра. А вы смотрели Geek Media. Ребята, всем пока. Все. Ну, не могло у меня не быть реберс. Не могло.